Тибетская формула представляет уникальную формулу Подагрин. Вы уже неоднократно пытались лечиться от подагры? Специально для вас был создан абсолютно натуральный препарат на растительной основе Подагрин. Подагрин нормализует процессы клеточного транспорта, снижает давление в клетках, существенно уменьшает отек и покраснение суставов, снижает уровень мочевой кислоты в организме, воздействует на патогенетические механизмы артрита, обладает противовоспалительным действием, укрепляет защитные силы организма. Подагрин – это прекрасное средство профилактики приступов подагры. Подагрин – тибетская формула подарит вам легендарное восточное долголетие. Подробная информация на сайте duyko.guru. Здрасте. Наконец-то я в эфире. Давайте быстренько поставим плюсики, кто меня видит и кто меня слышит. Людмила Король, здравствуйте, здрасте. Moonlight, здрасте, здрасте. Ой, вы здрасте, прям как я говорите. Хлопчик сказал, началось, здравствуйте. Андрей Андреевич, ура, добрый день. Ольга Барышникова, здравствуйте. Здравствуйте, Алекс Джи, Наталья Душек, здравствуйте. Из Одессы, Стат Гребенщиков, здравствуйте, Стас, как там Татарстан? Людмила Дегтяр, давно вас не видели, как там Винница? Маргарита Храменкова, здравствуйте. Все, начинаем, да? Давайте сегодня я попробую поотвечать на какие-либо вопросы, также засыпать вас целой горой информации, также попробуем что-нибудь сделать интересное все вместе. Сейчас беспокоит всех на фоне, наверное, падения потребительского спроса. Многих начинает беспокоить это, и постоянные вопросы звучат так: Андрей Андреевич, как выплатить долги, как увеличить доход, там может ли магия помочь и так далее. Обычно это основная идея, которая появляется у людей, которые не могут никаким образом выбраться из долговой ямы, из каких-то там проблем и так далее. Очень хороший сегодня был отзыв по семинару оккультизму. Женщина сказала, что обмазывала себя и обмазывала свою маму медом мысленно, и после этого видела, как окружающие люди начинают к ней хорошо относиться, женщины и мужчины начинают ей там что-то давать, моргать, выплачивать, там, уступать сиденье и так далее. Помните, это обряд из оккультизма, я о нем рассказывал, там необходимо произнести определенные слова и представлять, будто во рту мед и так далее. Татьяна, здравствуйте, Андрей Андреевич, здравствуйте, Нина Улькина, здравствуйте. Светлана Корничук, здравствуйте. Как там в Виннице дела? Сегодня много людей из Винницы. Илья Горковченко, здравствуйте. Ольга, здравствуйте. Добрый день, Андрей Андреевич. Хочу в порядке рекламы сказать, что у нас на сайте, который называется «Первый эзотерический сайт» или «Первая эзотерическая социальная сеть в потоке.com», появилась новая система, которая называется «Медиаплатформа». Вы можете, сейчас она дорабатывается, но в дальнейшем вы можете запросто закачивать огромное количество видео своего в один клик, а также своих фотографий в один клик, книг всевозможных. Можно даже найти мою страницу в медиаплатформе. Я выложил около 2 десятков всевозможных книг, фотографий. Сегодня выложу огромное количество фильмов. Можно выкладывать художественные фильмы, которые нравятся вам. Это все совершенно бесплатно. Вы можете этим пользоваться как ресурсом, сервером, сервисом для хранения и так далее. Сейчас дорабатывается каталог. В дальнейшем вы сможете этим пользоваться более активно. Название на экране появится. Па-бам! Очень часто ученики задают мне такой вопрос. Они говорят: Андрей Андреевич, для чего человеку необходимо вообще заниматься чтением мантр, чтением эзотерики, или там, чтением или выполнением энергетических программ и так далее? Я хочу вам задать вопрос. Человек может обойтись без того, чтобы чистить зубы? Может, естественно. Он может не чистить зубы. И когда он не чистит зубы, то у него появляется там разрушение зубной эмали, возможно, плохой запах изо рта и так далее. Человек может не мыться, конечно.
Физиологически человек может обходиться без воды, которой он может себя там мыть совершенно нормально, как обыкновенный человек. То есть человек может не мыться, человек может не чистить зубы, человек может совершенно за собой не ухаживать. Но мы же ухаживаем за своим физическим телом, мы ухаживаем за своей одеждой очень часто, мы ухаживаем за порядком, который может быть в нашей квартире. Мы за этим ухаживаем. Эзотерика или чтение мантр, выполнение определенных обрядов – это такое же очищение и такое же эзотерическое ухаживание, как если бы мы чистили зубы или складывали вещи в порядок. Вы представляете? Просто обыкновенный человек не может понять, что чтение мантр в конечном итоге очищает его душу и сердце. А чтение мантр для квартиры или очищение, освещение пространства – это как сложить вещи в порядок. Но обычно спрашивают, а сколько необходимо это делать? У меня всегда вопрос такой появляется, я обычно задаю его, а сколько необходимо чистить зубы? Вот появляется ли у нас вопрос, как, вот почему люди мне не задают вопрос, сколько мне нужно чистить зубы, чтобы у меня перестало пахнуть изо рта? Я обычно бы, наверное, на этот вопрос отвечал так, каждый день, а еще лучше 2 раза в день. Почему? Тогда перестанет пахнуть изо рта. То есть в человеке, когда он общается с окружающим миром, появляются инородные энергии, которые появляются из-за зависти других людей, из-за собственной жадности и так далее. И после этого это как внутреннее загрязнение, омрачение энергетическое. И в этот момент человек, наверное, говорит, так вот, как я могу это очистить, омрачение, убрать его из себя? Ну, я обычно говорю, ну, достаточно почитать мантры. А сколько мне их читать? Ну, каждый день общаясь с человеком, который омрачает тебя, естественно, читать должен каждый день, пока с этим человеком общаешься. Это как чистить зубы. Если ты ешь каждый день, тебе придется и зубы чистить каждый день. Если бы вы заперты были в монастыре и там находились бы с утра до ночи, то мантры можно было бы не читать, потому что омрачения не происходит. Вот смотрите, человек стареет и хочет читать мантры для того, чтобы быть молодым. Сколько ему необходимо читать эти мантры? Как чистить зубы ежедневно. Вы понимаете, это такая особенность. Ну вот ничего нельзя с этим сделать. Человек говорит, как мне оставаться чистым, сколько мне раз купаться в году? Ну, есть такие люди, которые чувствуют, что им необходимо купаться 1 раз в год. Есть люди, которые думают, что им необходимо купаться ежедневно. У меня даже есть один знакомый, он бреется на протяжении дня 4 раза. Вот он все время, его раздражает щетина, которая у него растет. Вот он в течение дня бреется, днем на работе бреется обыкновенной электрической бритвой, а утром и вечером опасной бритвой. Представляете, это человек на протяжении дня 4 раза бреется. Почему? Он считает, что его щетина очень быстро отрастает, а он очень хочет жить без щетины. Ну, а там, мой сын бреется 1 раз в неделю, его щетина не так быстро отрастает. Ну, наверное, и в эзотерике присутствуют вот такие элементы. У одних людей появляется желание этим заниматься, а другим людям, наверное, не хочется этим заниматься. Вот как необходимо очищать квартиру? Ну, ответ на этот очень прост, на этот вопрос очень прост и не затейлив. Если вам в квартире неуютно, если в вашей квартире постоянно кто-то ругается, если постоянно киснет или протухает пища, если постоянно ломаются холодильники, цветы сохнут, там трубы гниют, постоянно что-то ломается, ручки отпадают, дети спотыкаются, жена там или муж падают, все время дышать нечем, все время у всех зевание, ругня, а выйдя из квартиры ощущение облегчения, это говорит о том, что квартира загрязненная. Естественно, сколько раз ее нужно чистить? Можно в день чистить 3 раза. 5 раз можно чистить и даже 20 раз можно чистить. Почему? Пока вы не добьетесь такого результата, при котором энергетическая структура вашей квартиры не очистится и не будет абсолютно чистая и комфортная для всех, кто будет находиться в этой квартире. Как определить комфорт в этой квартире? Если вы торопитесь прийти в свою квартиру, а когда приходите, то у вас появляется ощущение такое, как будто у вас появляются силы, а не уменьшаются. Это говорит о том, что ваша квартира очищена.
Если вы пришли в квартиру и у вас угнетенное настроение, вы хотите на всех кидаться, у вас раздражение, у вас ощущение такое, как будто куда вы не дыхнете, везде есть запах, а на полу постоянно скапливается пыль, вы живете в загрязненном пространстве. Естественно, почему бессмысленно заказывать Андрею Андреевичу Дуйко очищение квартиры? Ну потому что это так устроено, вы ее каждый день загрязняете, поэтому можно почистить квартиру и после этого ее запечатать, квартиру, как я обучаю на первой ступени, и после этого использовать это в тот момент, когда вы добьетесь результата, при котором в ней будет очень хорошо всем жить. Если квартира очищена, то в этой квартире можно лечиться. Такая квартира очищенная – это место, где люди выздоравливают, а не заболевают. В квартире, в которой постоянно происходят скандалы, которая энергетически засорена, в этой квартире будут постоянно идти скандалы, и дети обязательно будут постоянно болеть. Почему? Потому что друг другу рот затыкают, а как известно, когда затыкают рот, то это затыкается или блокируется энергия пятой чакры. А что там находится? Горло. Поэтому взрослые друг другу рот затыкают, то есть, ой, лучше тебя не слушать, ой, там вообще все, я самое главное, или там фыркает кто-то, да, ну что, как дела, зачем я у тебя спросила? Это же заткнули рот фактически, то есть спросили, тут же рот закрыли. После этого ребенок, как самое чувствительное существо в этой квартире, с самыми открытыми донорскими органами, начинает кашлять, чихать, у него появляется заболевание носоглотки и так далее. Кто виноват в этом? Нет ни правых, ни виноватых. Так устроена эта система. Виноват тот, кто может почистить и не очищает. А вот в случае, если квартира энергетически чистая и ребенок заболел на улице, то приведя его домой, он будет выздоравливать. Понятно? Так устроено это все. Так, у кого идет трансляция? Артур пишет. Добрый вечер, здравствуйте. У нас в квартире происходят странные вещи. Подскажите, пожалуйста, что это? Мне всегда очень интересны люди, которые не задают конкретных вопросов. Подскажите, пожалуйста, у нас что-то происходит не так. Подскажите, что это? Что, по-вашему, я должен сказать? Какие странные вещи? В нашей квартире происходят странные вещи. Подскажите, что это? Какие странные вещи? Что вы имеете в виду? Очень-очень часто люди почему-то из-за хаоса в своих чувствах и в своем сознании не пытаются конкретизировать конкретно какие-либо вопросы. Пишут мне набор каких-то хаотично бессвязных между собой идей или пожеланий, рассказывая одновременно историю, и после этого еще и ставят вопрос. Андрей Андреевич, вы не ответили на мое письмо. А как же я могу ответить на письмо, в котором ничего не написано? Какой-то набор отрывочно бессвязных фраз там. Вот как сейчас человек написал: Андрей Андреевич, я критикую, да, но я как учитель и только сейчас во время вебинара имею право это делать. А в обыкновенной жизни я бы даже не сказал бы ничего. Почему? Ну потому что я это говорю только в случае, если меня спрашивают. Андрей Андреевич, как вы относитесь к книге «5 тибетских жемчужин»? Это в действительности есть в Тибете. В Тибете есть голод и китайская власть. Вот что вы найдете в Тибете. Даже в случае, если вы приедете в Тибет, вы будете настолько разочарованы тем, о чем вы думали, и то, что вы не увидели, у вас будет прямо где-то внутреннее состояние шока. Почему? Потому что мы обычно рисуем себе совершенно другие картинки, начитавшись Лапсанга Трумпы, или начитавшись там Лапсанга Трампы, или Бернарда Трумпы, или там каких-либо там книг Тензина Нагцо Ринпоче, или каких-нибудь там великих гуру, мы начинаем представлять, будто это какая-то сумасшедшая страна, в которой в каждом ущелье находятся отшельники, которые без конца летают на облаках, и в каждой подворотне ты можешь получить высокодуховные какие-то структурированные знания, которые мгновенно сделают тебя великим или высокодуховным существом. Могу сказать, что это совершенно ошибочное понимание. Это абсолютно огромное количество высокогорий, где проживают люди, которые до сих пор еще являются запуганными людьми. Почему? Потому что они не развиваются. Очень часто у тибетцев нету больше 2-3 классов образования. Это люди, которые живут дикими поверьями и на самом деле являются до сих пор еще дикими людьми.
У них нет, как правило, медицины, потому что туда не едет китайская власть. И очень часто место медицины занимает лама, который живет где-нибудь там на горе. И люди, которые работают, у них кто-нибудь простуживается, они к ламе приносят человека, он там вливает там что-то в этого человека, там помогает, не помогает, никто не знает. Они живут очень диким образом жизни. Я могу сказать, что это люди, у которых, которые очень пугаются всего. Вот они боятся всего, они постоянно молятся духом для того, чтобы скотина не умирала, для того, чтобы дети рождались, для того, чтобы там солнце вышло, для того, чтобы холода не было. И это обычно маленькие деревни, где живет не больше 5-6 семей, занимаются кочевнической жизнью. Они очень далеки от религии, и их религия, она практически ими необъяснимая. То есть, если у этих людей спрашивать, а что такое буддизм, они, как правило, говорят, буддизм – это астрология. Или буддизм – это там, правильно подобрать себе мужчину или женщину, и лама может подобрать в виде астрологического прогноза. Или там лама нарисует какой-нибудь символ, и все получится. Или там вера в ламу поможет нам, помогает нам, мы молимся ламе, и лама нам помогает, чтобы у нас рождалось много барашек, овц там, или еще чего-то. Поняли? Они очень-очень, где-то наверное, безграмотные, можно сказать. Хотя я их не обвиняю ни в чем. Получить какую-либо информацию. Вы когда-нибудь были хотя бы в одном монастыре? Давайте я вам опишу, что это такое. Вы приходите в монастырь, моете ноги, после этого заходите. Когда на вас смотрят в этом монастыре люди, которые там живут или каким-то образом что-то там делают, они в вас видят гринго, туриста. Вы для них являетесь источником либо заработка, либо помехи. Таким образом, вы являетесь человеком, который помешал нормальному укладу дел. Вот смотрите, для многих из этих людей эта жизнь является жизнью, в которой они живут как в семье, где там они питаются, спят, после этого там занимаются ведением хозяйственной деятельности. Как в вашей квартире, допустим, у вас там жена стирает, муж убирает, дети играются. В этот момент открывается дверь и заходит человек, который в латах или на коне с железными латами и с каким-нибудь там, с мечом. И ездит по вашей квартире на коне. Конь при этом везде ходит и везде какает. Скажите, кому-нибудь в этой квартире понравится это? А скажите, как к этому человеку вы будете относиться, если такой человек заехал на коне и проехался по вашей квартире, создавая неприятный запах, там конь создает храп, латы там начинают создавать шум и так далее. Будете хорошо или плохо относиться? Наверное, нехорошо. Также относятся ко всем людям, которые приезжают в монастыри и заходят. Их буквально воспринимают как человека, который приехал в вашу квартиру на коне в латах. Понимаете? Почему? Мы отличаемся, мы в другой одежде, у нас вытаращены глаза. И в этот момент тот человек, который ездит в латах, он хочет, чтобы ваш муж рассказал о том, как вы мирно живете с женой. Но будет рассказывать муж или давать какую-либо информацию. То есть какая информация у них или какие желания. Сделать все для того, чтобы как можно быстрее этот чужестранец или этот инопланетянин, который ездит по квартире на коне, чтобы он как можно быстрее куда-нибудь делся. Правильно? И обычно к этому человеку так и относятся. Я могу вам сказать даже больше. Не будучи буддистом, не будучи человеком, который... Сначала, конечно, человек, приходящий в монастырь, он должен получить посвящение или там приглашение побыть в этом монастыре. Обычно просят, и обычно там руководитель этого монастыря дает разрешение. Но чтобы вы понимали, никто никакую информацию давать не будет. Я хочу эти мифы разрушить раз и навсегда. Нет людей, которые бы где-то жили в Советском Союзе, после этого переехали куда-то в монастырь, после этого долго там их обучали, после этого они обычно там куда-то вернулись. Все это обман. Все это обман. Я могу его доказать. Каким образом? Мы можем позвонить руководителю внутренней службы там, определенных государственных служб Тяньбе Далкару и пообщаться с этим человеком по поводу того, были ли когда-нибудь люди, которых обучали в тибетских монастырях. Вы можете прийти в китайское консульство и попросить, чтобы вам сказали, есть ли люди и какое их количество, которые больше 5 лет обучались в тибетских монастырях.
И после этого пусть скажут, чему они обучались и чему они научились. И я вот что вам хочу сказать. Обычно, если человек приходит в монастырь, то он может стать послушником. И после этого, когда он становится послушником, обычно обратного выхода из монастыря у этого человека нет. Почему? Там так промывают мозги, что человек уже оттуда не выходит. Понятно? Вы у нас много видели людей, которые живут в монастыре, а потом обратно приезжают. Скажите, они поумнели от того, что они в монастырях находились? Давайте я скажу. Они, когда после монастырей возвращаются, они возвращаются, потеряв часть своей жизни. У них не было там скопленных денег, у них не было никакой информации, знаете. И после этого это люди настолько несчастные, вот они не приспособлены к жизни. В моей жизни были такие люди. Была и женщина, и несколько мужчин, которые уходили в монастырь в 19 лет, и после этого там, в возрасте 40 лет вдруг начинали понимать, что монастырская жизнь им больше не нужна. И они после этого приезжали и начинали жить где-то в деревне и ничего не могли сделать. Почему? Потому что большой кусок адаптации, который свойственен человеку для того, чтобы он мог адаптироваться и как-то выживать в социуме, он необходим. И после этого адаптироваться они так и не могли, и проходило 2-3 года, и они вновь возвращались обратно в монастырь и дальше. Почему? Это было адаптировано их существование. Естественно, я могу сказать, что такие пути, они не нужны. Естественно, хочу ответить на этот вопрос. 5 тибетских жемчужин, если это в Тибете. Я хочу вам сказать, 5 тибетских жемчужин было придумано обыкновенным военным человеком из Англии. И если порыться в информации, которая есть к описанию этих 5 тибетских жемчужин на английских сайтах или англоязычных, то вы можете найти, что это целиком придуманная система обыкновенным даже не врачом, просто настолько популяризирована этим человеком, вот в таком тибетском лейтмотиве, что она стала популярной. И она действительно помогает людям. Друзья мои, людям помогают любые 5 упражнений. Придумайте для себя другие 5 упражнений, где вы будете вот так сидеть, знаете, 5 упражнений йоги. Выбирайте любые 5 упражнений и делайте ежедневно. Почему? Почему происходит улучшение? Любое дисциплинирование своего физического тела, а также любая физическая нагрузка, все полезно для человека. 5 тибетских упражнений, да, полезно, полезно, как и 6 нетибетских упражнений. Как и 8 упражнений там, кастанеды, знаете, как и 21 упражнение асана-йоги там какой-нибудь, или там, как 30 упражнений колонетика, там, что угодно, это все. Я сейчас придумаю 8 упражнений дуйка, и после этого скажу, что это тибетская йога, и она будет полезна и будет помогать. Почему? Дисциплинирование человека, а также желание заниматься хоть какой-то физической деятельностью всегда плодотворно и хорошо влияет на любого другого человека, который ведет неактивный, вот как я, неактивный образ жизни. Правильно? Почему? В любом случае это нагрузка. Постоять так, постоять так, постоять так. Кристина, спасибо, что сказали. Хочу сегодня купить Sunshine. Ярко сработало. О, да, я сделала один раз, как он сказал. Он сказал это, я в 3-м лице. Спасибо. От символов и чудеса начались просто мистика. Вот я сейчас еду в путешествие на месяц через всю страну. Причем человеком, который дальний знакомый. Символы нас связали, уверенно в этом. Люди, вы недооцениваете то, что я делаю для человечества. Конечно же, то, что я сделал в виде символов, это чрезвычайно сложно вообще практиковать. Это высший пилотаж эзотерики. Сначала идут по своей мощности заклинания, после этого по своей мощности идут сначала коды, потом заклинания, а потом символы Sunshine. Я считаю, Sunshine это высший пилотаж магии. Я считаю, что до меня и после меня никто такого не делал и 100% не сделает. Почему? Никто не умеет почему-то видеть. Я в свое время очень много читал и понял, что это люди все время придумывали, они это не видели. А у меня получилось это видеть. Вы представляете, у меня получилось видеть, я это вижу, рисую и даю. И когда я слышу, вижу, рисую и даю, из этого что-то получается. И это поэтому эффективно. А почему до этого не было? Потому что никто не видел, не слышал, а только придумывал. Сори. В этом, наверное, и заключается, сам себя не полюбишь, никто не полюбит, моя гениальность, понимаете?
Я вообще могу сказать, что Sunshine Кокон это высший пилотаж в эзотерике, но выше этого, ну или ярче этого будет работать только моя книга, которая сейчас пишется, которая будет называться «Библия Дуйко». То есть это вообще высший пилотаж, наверное, в эзотерике. Вот когда я ее допишу, наверное, плавненько уже буду отстраняться от эзотерики и заниматься чем-нибудь еще. Поэтому и не тороплюсь. Сегодня ночью приснился сон, выпал зуб с кровью, и утром заболел внук 4 года. Ну, правильно. Люди говорят, что сейчас есть в Сумской области вспышки вирусной пневмонии. Я очень беспокоюсь. Для того, чтобы не было у вас вот таких проблем, покупайте мой препарат артраминовый спрей, брызгайте каждый день себе и ребенку в горлышко, и после этого забудете о том, что кто-то где-то болеет. Вообще перестали болеть в семье полностью. Почему? Брызгаемся артраминовыми спреями и ни на что не обращаем внимания. Работая с энергиями часто, жизнь преподносит испытания, а я не согласен. Как работать, как избавиться от гордыни, пороков, мешающих развиваться и помогать людям? Посоветуйте практики, позволяющие человеку принять себя таким, какой он есть, принять другими, как есть, без эгоизма. Ну, эти практики есть, просто я сейчас могу вас обидеть, если я скажу, что это можно все пройти на первой ступени. Я эти практики даю на первой ступени, как избавиться от эгоизма. Избавиться от эгоизма практиками невозможно, должна присутствовать определенная философия. Какая? Не произносите слово «я» вообще. До того момента, пока слово «я» это значит «любите меня за то, что и дальше я, запятая». Я все знаю, то есть любите ее за то, что она все знает. Но с этим можно поспорить. Как же ты все знаешь, если ты не все знаешь? После этого человек лжет, говоря, что я все знаю. И из-за того, что лжет, его недолюбливают окружающие люди. Почему? Потому что если бы все знал, то не был бы такой бедный, не был бы такой несчастный, не был бы такой там противный. Понимаете? Я могу сказать, что до того момента, пока у человека есть внутренний эгоизм, ему эзотерикой заниматься нет никакого смысла совершенно. Я очень часто говорю такие слова. Деньги движутся к тому, к кому движется любовь. Поэтому важно что-то делать для кого-то, чем кому-либо что-либо выделять. Вот смотрите, я делаю что-то для ребенка, я подбрасываю его, целую, щекочу. В этот момент этот ребенок меня начинает обожать, как ни странно это звучит. Он меня обожает, в этот момент вместе с его любовью текут в мою жизнь деньги. Второй вариант. Я ребенка строю, дрючу и воспитываю, ору на него с вытаращенными глазами. Он меня ненавидит, скорее всего ненавидит. Из моей жизни уходят деньги. О, как оно устроено, вы представляете? Важно знать, что такая любовь, она может быть и на улице, вы представляете? То есть там отодвинуться и пропустить человека. В этот момент человек благодарен. Почему? Кто-то о нем позаботился. Вот эта благодарность будет в дальнейшем являться для меня моими деньгами. Вы представляете, зачем я помогаю людям? Человек пришел и говорит: Андрей Андреевич, дайте того-то, того-то. Я говорю: хорошо, беру телефон, ищу этого человека, даю этому человеку, человек говорит спасибо. А когда-то это видел мой юрист и говорит: надо же, Андрей Андреевич, вы делаете глупость, за все нужно брать деньги. Я знаю, как зарабатываются деньги, я это умею делать, но вот как направить энергию денег, она не знает. Почему? Потому что когда я сделал это человеку, и человек стал мне благодарен, в этот момент в мою сторону начинает двигаться энергия денег. Почему? Когда я дома живу, то я стараюсь что-то для кого-то сделать, съездить за продуктами, помочь посидеть с детьми, обнять кого-нибудь или там сделать какие-либо подарки. Для чего я это все делаю? Я понимаю, что в случае, если это буду делать, то в случае, если это будет оцениваться с хорошей позиции, то есть с благодарностью, то это мое в жизни притягивание денег. А если я как поросенок приду домой с пивом, лягу и буду говорить: а ну-ка мне приготовь, открой мне свет, там, включи мне свет, отойди, набери мне ванну и так далее, то на этом все закончится. То есть очень важно следить за тем, чтобы что-то для кого-то делать. Потому что в случае, если ты получишь благодарность, то это умножится вместе с деньгами, которые придут в жизнь этого человека. Понятно? Почему я много и часто принимаю людей бесплатно? А теперь ответьте сами себе, зачем я это делаю. Я так зарабатываю, друзья мои, это энергия денег.
Нет ни одного человека, который бы встал от меня и ненавидел меня, но много среди этих людей благодарных. Почему? Даже когда я не назначаю свои препараты, то человек все равно уходит и благодарен мне. Когда он мне благодарен и дальше будет лечиться благодарить, это даст мне возможность быть богатым человеком. Вот почему я это делаю. Почему собаки любят? Потому что вы с ними гуляете, играетесь. Если собака любит, тоже деньги в дом приносит. Здравствуйте, расскажите, как очиститься энергетически от последствий пользования складчиком. Те люди, которые используют складчение или раздают мои продукты без моего ведома, а также те люди, которые раздают мои инфопродукты или называются моей фамилией или именами без моего ведома, автоматически подпадают под энергетическую программу, при которой я забираю в течение того времени, пока это будет у кого-то находиться, энергию. Какую энергию? Энергию успеха. Поэтому я не противник складчин, я за то, чтобы они дальше распространялись. Мне просто чрезвычайно жаль тех людей, которые это делают. Почему? Они в дальнейшем становятся моими энергетическими рабами. Ну, я могу сказать, что вот сейчас мне там 40 лет, и в этот момент я могу сказать, что я сейчас себя чувствую лучше, чем я чувствовал себя в 17-18 лет. Почему? В 17-18 я ни у кого не забирал такую энергию, а сейчас забираю. Почему? Ну, они же сами хотят быть мной. Почему? Ну, раз я раздаю этот продукт, или я его раздаю или продаю, то я это сделал для себя. Человек, который раздает мой продукт, он автоматически становится мной, или как я. Поэтому я согласен с этим. Я, когда это вижу, то говорю просто такие слова. Представляю этого человека, обычно мне его показывают, и представляю его со своим лицом, произнося много раз слова «ты» — это я. И в этот момент этот человек становится моим энергетическим рабом. Представляете? Энергетическим рабом. И как он должен сделать, или что он должен сделать для меня? Он может откупиться. Вы представляете? Ему необходимо откупиться. Он должен мне отдать денег. Причем я не знаю, эти деньги должны меня удовлетворить. Обычно откупаются. Те, кто не откупается, прилипают и могут несколько лет подвергаться моему яркому воздействию черной магии. Представляете, как это печально звучит. Ничего с этим сделать не могу, не я устроил этот мир. Я, если честно, не мстю, и мне искренне жаль этих людей. Я не возражаю, пожалуйста. Чем больше таких людей, тем я богаче. Я их поздравляю. Они и меня раскрутят, и денег не заработают, еще и я богаче стану. Богаче и счастливее. А у них это происходит, они как будто потенциал отдают свой, понимаете. Раньше они активно занимались, а потом начинают заниматься дальше. И такое ощущение, как будто ни сил нет, ни везения, и не нужно ничего. Ну и начинается потом, да что ж такое, что ж такое. И никто не просмотрит. Почему? Для того, чтобы просмотреть, нужно его лицо увидеть. И если бы кто-то умел просматривать, то бы увидел, что у него нет лица. Почему? Там мое лицо. Он делает это как для себя, но не имеет своего лица. Все мне уходит, понимаете? Сори, что я говорю, это, наверное, очень некрасиво и гадко, но это мой продукт. Я как эзотерик имею на него общее право. Я не хочу сражаться, не хочу ничего убирать. Я за то, чтобы все распространяли. Да, пожалуйста. Главное не попадаться мне на глаза. Но, знаете, особенность такая, мне все равно все попадается. Потому что очень несложно набрать Андрей Дуйко. Как можно откупиться от меня? Отправьте мне определенную сумму денег. Какую? Которую вы заработали. Почему? Это деньги были мои. Вот. Знаете, мне очень нравится складчина. Там написано, мы все в складчину можем купить этот продукт. Я могу сказать, что это несправедливо. Почему? Дело в том, что этот продукт получается по другой цене. То есть вот давайте проведем складчину, продукт стоит $150. Давайте, вам необходимо каждому дать по 40 рублей, а участвует в этой складчине 800 человек. После этого я беру и умножаю 40 рублей на 800 человек, и получается, что моя первая ступень, допустим, или какой-либо продукт за $100, он получается не $100, а 300. Получается, они ему дают $300, и он 200 на этом зарабатывает. Но это же нечестно. Потому что если это складчина, то возьми этот продукт, купи, заработай то, что ты потратил, и после этого раздай этим людям, раз они хотят получить это бесплатно. Но раз ты заработал и это сделал, ну тогда уже потом не хватайся за сердце.
Была одна девочка из складчика, складчик.biz или складчик.com, ее звали Стромден. Она когда-то мне набрала и написала: Андрей Андреевич, можно я буду представлять ваши продукты? Я ей тогда сказал: да, я не возражаю, пожалуйста. Я ей дал добро на то, чтобы она продвигала это в складчине. А потом меня, я отменить это не могу, поэтому за ней это право сохраняется. Тем не менее, могу сказать, что со своей стороны, в дальнейшем я в складчик посещать не могу. Почему? Они меня блокируют. То есть меня, руководителя или меня, того человека, кто это делает, они блокируют. Почему? Потому что они понимают, что это все нечестно. Но нечестность всегда приводит человека к неприятностям. Как избавиться? Вот здесь написано: поздравить школу Кайлас, отправьте денег, сколько вы заработали. Андрей Андреевич, подскажите мантру или практику для хорошего вынашивания беременности. Можно ли делать ритуальную защиту? Существует такой обряд. Необходимо взять свежую розу и насыпать в нее риса. После этого эту розу взять и вот так сильно обмотать в материал резиночками, обмотать и завернуть в тряпочку. Роза такая, она будет в тряпочке засыхать. И сказать: храни моего ребеночка. И после этого положить где-нибудь вот такую розочку с рисинками, чтобы она лежала до того момента, пока у вас не будет рождения. Вот когда у вас уже будет подходить, будет 40-я неделя, тогда можно розочку эту раскрыть, рисинки эти вытрусить и после этого нарисовать цифру 4 на животе. Тут же родите. Интересно. Можно объяснить тот факт, что я оказалась в долгах на ту сумму, которую хотели заработать и потратить на обучение. Чем больше желания, тем больше долг. Человек, который двигается на пути зарабатывания, он должен понимать, что для того, чтобы зарабатывать деньги, должно присутствовать два невероятных качества. Одно из этих качеств звучит так: неинтеллигентный человек, неинтеллигентному человеку очень сложно заработать. Но интеллигентный человек может проявить свою интеллигентность рядом только с теми людьми, кто интеллигентен. Поэтому, когда вы будете проявлять свою интеллигентность рядом с пьющими людьми, которые бьют друг другу бутылками по головам, то тогда это не проявит вашу интеллигентность никак. Поэтому нужно смотреть над своим окружением. Почему? Обычно окружение очень топит интеллигентных людей. Второе, интеллигентность важна. Второе, что такое быть интеллигентным? Интеллигентные люди – это те люди, для которых важен эстетизм. Что такое быть эстетичным? Сидя за столом дома, эстетично можно кушать, положить вилку, нож, можно поставить красиво салат, посадить детей, после этого научить детей, чтобы они не вскакивали со стола, а говорили: можно я встану из-за стола, спасибо, мама, передай, пожалуйста, это, или там: папа, дай мне, пожалуйста, вот это. Почему? Потому что это интеллигентная жизнь. Посмотрите, как живут короли, высшие сословия. Они же все отличаются невероятной интеллигентностью. А вы знаете, что вот эти интеллигентные манеры, которые есть при дворе у королей, они делают все для того, чтобы как можно дольше оставаться королями. Говорят, настолько большое количество нравов у этого королевского царского общества, правильно, но почему у них такое большое количество нравов? Потому что они царствуют много, уже сотен лет. Поэтому они и царствуют, потому что если бы они начали есть сардельки, и один другому говорит: да пошла ты, старая, там, кто там, непонятно, то на этом бы их царская власть закончилась бы, понимаете? Именно с этого момента все начинается. Я очень давно это заметил, что когда приезжаешь в Италию, в Испанию, куда-нибудь там в Австрию, то очень отличаются люди. И чем интеллигентнее человек, тем он богаче. Как бы это ни гадко звучало. У меня была даже девочка знакомая, она очень красивая, вышла замуж за очень знаменитого человека из королевской семьи. И после этого он с ней не смог жить. Почему? Потому что она из Луганской области, понимаете, и очень такая резкая, может быть, где-то неинтеллигентная, знаете, нет манер никаких, она не эстет совершенно. Он с ней не захотел жить, представляете? Почему? Она его начала раздражать, и в дальнейшем между ними жизнь не создалась. Почему? Отсутствие манер. Ее не научил никто манерам. Вы представляете, на этом все между ними закончилось.
Второй, наверное, элемент, как избавиться от долгов или как начать зарабатывать, почему это происходит, это наличие знаний. Я считаю, что знания, они не могут быть просто полученными знаниями. Любые знания, они равняются выводам, которые делает человек. Чем больше в жизни человек делает выводов от знаний, которые он получает, тем он становится богаче. Поэтому, когда я живу, я очень часто произношу себе: из этого следует вывод. Даже когда читаю книгу, то всегда читаю несколько абзацев, останавливаюсь и произношу себе: из этого следует вывод. Тот человек, кто написал этот текст, полностью не умеет это делать. Почему? После этого я рассуждаю, говорю, он это не умеет делать, потому что он говорит об этом, а на самом деле я считаю, что это могло бы быть так. И после этого, развивая эту мысль, объясняю себе, из этого следует вывод, что ты тоже не прав. Почему? Потому что достоверно, и начинается у меня вот такое вот философское обозрение больших количества выводов, которые есть. Вы знаете, очень полезная школа, когда человек делает какие-либо выводы. Почему? Если вы не произнесете себе или не проведете такую синкопу, не скажете, из этого следует вывод, то, скорее всего, этот вывод не появится, и вы его не запомните. Таким образом, очень часто люди делают так. Они говорят: я так много всего знаю. Ты делал очень много выводов. Нет, я вывод сделал только один. Тогда ты немного всего знаешь. Человек говорит: я знаю. Когда человек говорит «я знаю», то он должен был предварительно сделать несколько миллиардов выводов. И эти выводы, они должны бы быть многократно, миллион раз подтверждены, понимаете, или миллиард раз подтверждены. Многократно разными людьми под разной призмой углов этой жизни. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, практику или мантры для налаживания отношений между матерью и дочерью. Взрослые уже. Очень есть хорошая практика, я ее даю в магии любви, которую можно скачать на нашем сайте Дуйко-Гуру, вот на этом, там купить семинары, да. Там магия любви, это очень дешевый семинар, там я рассказываю, как прогреть слои, после этого сделать одну общую хорду. Вообще я считаю, это один из самых лучших семинаров, которые есть у меня. Я считаю, что если использовать это как эзотерическую практику, очень много всего можно изменить. Андрей Андреевич, девушка после родов потеряла очень много волос, и все попытки их восстановить тщетны на данный момент. Подскажите, пожалуйста, что им можно сделать, чтобы улучшить ситуацию? Могу сказать, ей необходимо каждый день принимать перед каждым приемом пищи 5 горошин черного перца и не менее щепотки горчичного семя. Вы представляете, если она это будет делать перед каждым приемом пищи, то в течение месяца или 2 ее волосы полностью восстановятся. Нужно ли что-то при этом произносить? Можно произносить «Я дживай», «Я дживай». Из-за долгого времени отсутствия взаимопонимания решилась с мужем жить отдельно. Есть 2 дочки. Как быть, если муж решил, что девочки останутся с ним? Я не хочу конфликта, но и волнуюсь, как это будет, правильно ли я поступаю. Особенность жизни мужчины и женщины заключается вот в чем. Женщина, которая живет неправильной жизнью, у нее формируются и накапливаются страхи. Страх сказать мужчине, страх сделать что-то, страх высказаться, страх сделать действие. Эти страхи начинают засасывать. Женщина, которая живет и у которой в жизни появляется много страхов, умрет разочарованная своей жизнью. Особенность такая, это кармическое выполнение миссии быть женщиной. Женщина должна в течение жизни преодолеть страх. Мужчина должен развить смелость и мужественность. Мужчина преодолевает вот эти комплексы, которые делают его несмелым. То есть смелость для мужчины это самый важный элемент. Понимаете, смелость это предпринять действие, смелость что-то сказать, смелость отказать, смелость еще какое-то. Поэтому очень часто мужчины понимают это и находят в себе силы быть смелым человеком. Еще раз хочу сказать, смелость это не значит выматюкаться среди бабушек, понимаете. Смелость это просто создать что-то, смелость это что-то придумать, смелость это купить риса, сделать из него муку рисовую и продать его потом на базаре, понимаете. Почему я об этом говорю? Это хороший вид бизнеса. Знаете, как дорого стоит рисовая мука?
Что мешает человеку, нет, серьезно, что мешает человеку сделать рисовую муку из обыкновенного риса? Я вот сегодня об этом думал. Я зашел в магазин и посмотрел, сколько стоит рисовая мука. Во-первых, ее нет, а во-вторых, она такая дорогая, а еще и рисовую вермишель. Мне сегодня прямо идея такая посетила. Я, наверное, сейчас куплю шкафы, эти фильеры, и буду делать рисовую вермишель. Почему? У нас вся рисовая вермишель, которая производится, ее всю привозят из Китая. Стоит она дорого. Вы представляете, зачем китайскую рисовую вермишель покупать, если можно сделать свою рисовую вермишель? А кто пробовал рисовую вермишель? Она вкусная. Вкусная, нормальная рисовая вермишель. В ней мало калорий. А хотел купить рисовой муки. Вы представляете, нет рисовой муки. Рисовой муки нет, а вьетнамцев много. Вьетнамцев, корейцев, кореянцев, там этих людей много. Ну что нужно сделать? Купить нужно аппарат, я знаю, там посмотреть в интернете кофемолку какую-нибудь или там измельчающий там рис многократно и там сделать этой муки несколько тонн и все. После этого тестомесы и фильеру, которая делает вермишель, и шкаф сушильный. Все вместе я сегодня даже считал 15 тысяч долларов. Готовый бизнес, сертификация этого бизнеса обойдется еще там в 500 долларов. Вообще готовый бизнес, понимаете? 15 тысяч это круто или нет? Я вам могу сказать, что люди, которые открывают киоск где-нибудь там на базаре, они все равно тратят 15 тысяч долларов на туфли, которые никому в итоге не нужны, и потом стоят там на это все, смотрят и говорят, что они делают вообще, зачем им это нужно? Ведь это же продукт питания, тем более рисовая вермишель не портится. И вообще, так несложно что-то делать, а мужчины сидят, надуются и сидят, мы самые умные. Ну так не надо быть самым умным, нужно быть самым смелым, понимаете? Нужно ли женщине что-то делать? Конечно же. Боится она? Супер, потому что это как раз тот вариант, который нужно решить элементом бесстрашия. Она должна сказать без страха своего мужа, нет, эти дети будут моими, что с тобой? Что с тобой? С какой вдруг стати? Вместе растили детей, у женщины все самое дорогое это дети, понимаете? Нельзя отдавать мужьям детей своих, нельзя, потому что мужчины, они с вами поступили неправильно и дальше поступят так с этими детьми, они в итоге будут никому не нужны. Нет ни одной матери, которая бы не могла думать о своих детях, но знаете, какое большое есть количество отцов, которым пофигу их дети? Скажите, много есть женщин, которым безразличны их дети? Давайте я отвечу, их меньше, чем безразличных отцов. Поэтому найти отца, который бы имел качество матери, ну, лучше этого не делать. Здравствуйте, практикую первую ступень, все получается. Было все плохо, расстались с мужчиной, навалилась депрессия, стала обжираться и на ночь. Молодец. Притом пошли проблемы со здоровьем, не хотелось даже жить. А вот теперь все по-другому, ощутила радость жизни, занимаюсь практикой с радостью, просыпаюсь по-новому, ощущаю мир. Стала стройнеть, пропал жир, по ночам снятся яркие сны, как кино, меньше стала спать, как будто батарейка внутри. Скоро вторую ступень куплю. Забыла сказать. Улучшилось материальное состояние, совсем не ожидала. Вопросов нет совсем. Смотрю вебинары школы, так вы все хорошо объясняете. Это путь один и тот же, он у всех. До того момента, пока ты не видишь красок жизни, тебе незачем их транслировать. Человеку незачем давать мясо, если он не хочет его, понимаете? Незачем. Как же тебе можно давать, как Бог тебе может создать красивые картинки жизни, если ты их не умеешь получать? Зачем тебе их давать? Если человек научился все время кривить нос от всего, то лучше ему давать то, от чего он кривит нос. Как же может человек научиться радоваться жизни, и что же может получиться в его жизни, если он во всем себе отказывает? Я вообще могу вам сказать, что вы никогда в жизни не сможете быть стройными до того момента, пока не начнете с радостью объедаться. Вот когда ты начнешь с радостью объедаться, как поросенок, до того момента вы будете вечно контролировать свое поправление. Понимаете, это будет вечный контроль. Почему? Особенность такая. У меня был такой знакомый, он говорил, я не пью целый год, а потом на Новый год или там на 9 мая, на какой-то праздник, сильно напиваюсь. И он говорит, я так сильно напиваюсь, что мне так плохо несколько дней, что на год хватает. Почему? Удовлетворен. Я говорю, ну да, так оно и работает, удовлетворен, супер. Удовлетворись один раз.
Хочешь наесться, купи себе там, что можно, что не можно, расставь на столе и сделай себе пир на весь мир. Так, чтобы, конечно же, и не думай ни о чем, объедайся, ожиревай, все как положено. Главное, радость получай. Потом начинается процесс такой, наедаешься и все, и тебе не нужно без конца сражаться с этим голодом. Я так живу, хотя я не стройный. Но у меня желание, я не хочу худеть, у меня нету такой идеи. Почему? Я хочу соответствовать своему возрасту, я не отказываю в себе в радостях, понимаете. Кушать хочется, ем, хочется чего-то еще, тоже ем. Ставлю программы или нет, но если смотрю в зеркало, вообще все безобразно, там ставлю какие-то программы, рисую букву Н на животе, помните из семинара. Там закручиваю себе пупок, работаю с этими полотнами и после этого привожу себя в порядок. Там не хочется и не обращаю на это внимания. Вообще живу по принципу такому, абсолютная радость. Утром проснулся, радуюсь. Встал, радуюсь, умываюсь, радуюсь, детей обнимаю, радуюсь, на работу пришел, радуюсь, общаю, радуюсь. Домой приду, купил вот сегодня французского сыра, где-то даже покажу. Купил сегодня 2 кулька французского сыра и бутылку вина. О, видите, купил бутылку вина сегодня. И французский сыр. Почему? Хочу обрадовать любимых, знаете, сегодня конец недели, хорошее время, вот, какого-то французского сыра, видите. Купил французского сыра, бутылку вина. Сегодня сядем всей семьей вечером, будет так приятно, все сядем, нарежем французский сыр, нальем, покушаем, потом нальем меда в тарелочки, там, орешков каких-то положим. И после этого будем разговаривать о чем? Да вот ни о чем. Положим детей спать и будем просто из красивых бокалов, на красивых скатертях сидеть на стульчиках этих, включим кондиционеры, будем после этого что-нибудь говорить. Я буду все время гладить и целовать свою жену, там рядом с нами будет там мой сын, если захочет, и там моя теща. И будем просто сидеть, пить вино, вот кто сколько захочет, там о чем-нибудь будем. Никто не напьется, ну ничего такого. Когда надоест, включим какую-нибудь красивую музыку или даже все вместе посмотрим кино. Это же большое счастье. Вообще невероятное счастье, понимаете? Это же большое счастье вообще так прожить. Никто не будет в этот момент читать калории, понимаете? Никто не будет там предъявлять претензии, никто не скажет никому там, а вот неправильно было, правильно, и давай я тебя чему-то поучу. Почему? Так не будет этого, потому что никто никого не критикует, никто никому ничего не учит, знаете, никто никому ничем не должен, не обязан. Просто будем сидеть и там вспоминать, как там ребенок упал куда-то там, или там, что было на этой неделе, и там какие-нибудь вопросы, возможно, даже будут открыты. Понимаете, приятно. Почему? Только не хватает чего? Не хватает смены антуража. Сначала это будет сегодня в пятницу, и мы посидим, а потом это будет через год там где-нибудь в Париже, где точно так же сядем. А придет время, возможно, в Милане там, или где-нибудь там в Мельбурне или еще где-то в Латинской Америке. Почему? Потому что мы научились получать радость. Ну, мы это, я, наверное, громко высказываю, но во всяком случае я создаю это и пытаюсь, чтобы это было взаимно. Сегодня обязательно принесу цветочки, поставим эти цветочки. Конечно, можно сказать, Андрей Андреевич, но это же все стоит денег. Супер, я согласен с этим. Когда денег не было, я бы пришел, приготовил бы поесть какую-нибудь картошку с капустой. Понимаете, сделал бы или выставил это красиво на столе, понимаете, наварил бы компота, налил бы его там в какую-то фляжечку, понимаете, было бы тоже красиво. Сейчас, когда бедным был, то встречался с девочкой, и когда шел домой с работы, когда такое было, то шел мимо государственной какой-то там нотариальной или налоговой какой-то компании, и вечно через забор туда перелазил и рвал цветы. Почему? Чтобы домой цветы принести, понимаете? Почему? Ну, хотелось, не было денег, хотелось праздник, понимаете? Почему? Я могу вот, я всегда говорю вот своему сыну, говорю тем ребятам, которые рядом находятся, я всегда говорю, что для мужчины смелость важный момент. Но смелость не в том, чтобы набить кому-то нос.
В этом много ума и смелости, в общем-то, не нужно, знаете. Смелость – это что-то предпринять в жизни. Смелость – это не с кем попало переспать, а жить с одной женщиной, но ту, которую ты нашел, и та, которая тебе понравилась, и ты ее завоевал. Вот это быть смелым. А там много ума не нужно. Нравится, не нравится, затянуть в кровать. Знаете, это пикап, модное слово. Зачем так вообще? Зачем в кровать? Ради чего это все? Чтобы что сделать? Мужчина как рыцарь может завоевать свою женщину, а для того, чтобы завоевать, нужна смелость. Завоевал женщину, завоевал бизнес, завоевал деньги, понимаете. Вечная жизнь завоевания. Почему? Чтобы перед смертью быть удовлетворенным своими поступками. Я удовлетворен уже сейчас, а дальше буду удовлетворен еще больше. Почему? Все приносит удовлетворение. Естественно, когда ставишь задачи вновь и вновь, то тогда у тебя появляется желание вновь и вновь что-то делать. Почему? Семья вдохновляет, близкие вдохновляют, собственный эгоизм вдохновляет, потому что хочется еще больше. Я обычно говорю, не нужно убирать эгоизм, нужно наоборот этот эгоизм культивировать, чтобы быть еще лучше. Эгоизм не в том, что я все знаю, эгоизм, ты все знаешь, почему ты не на Мерседесе, вот в чем эгоизм. Когда человек говорит, я все знаю, я говорю, вы на Мерседесе приехали или нет? Если не на Мерседесе, тогда что же вы говорите, что вы все знаете? Или там человек говорит, я все знаю, сегодня приехал мужчина и говорит мне, сейчас меня с квартиры выгнали, там все в моей жизни очень плохо, я когда-то прошел первую ступень, но сейчас уже обратно в школу хочу вернуться, я уже очень много всего знаю. Я говорю, а почему ты считаешь, что ты много всего знаешь? Он говорит, потому что я там обучаюсь очень много. Я говорю, а чему ты обучаешься? Он говорит, ну я прошел 2-недельные курсы в религиозном направлении. Там. И я теперь понимаю, что вот наконец-то ко мне пришел Бог. Я говорю, ну мой Бог дает мне, а твой Бог почему тебе не дал? Сейчас ты где живешь? У друга. У друга появится жена, он тебя выгонит. Где ты дальше будешь жить? В чем заключается твоя работа? Где Бог, который дал тебе что-то? Но зато у меня есть Бог, я теперь ничего не боюсь. Очень напрасно. Очень напрасно. Я знаю много людей, у которых есть Бог, у которых больше кроме этого ничего нет. Понимаете? А это уже печально. Почему? Но если Бог любит людей, тогда пусть Бог дает, понимаете? Если правильный Бог, то дает. Вот мой Бог правильный, Он мне дает. Он мне дает здоровых детей, Он мне дает успех в моем бизнесе, Он мне дает возможность, чтобы в моей жизни что-то происходило, Он мне дает хорошие отношения в семье, Он мне дает, а значит мой правильный, правильно. Но почему же тогда тот правильный не дает этому человеку здоровья? Он сегодня пришел и говорит, у меня 2 недели панические атаки. А у меня нет панических атак, значит какой правильный? Ну, знаете, даже если его правильный, то с моим лучше. После смерти потом увидим, да, после смерти увидим. Я в ад попаду, он в рай. Зато я проживу сейчас в раю. Я зато живу в раю, понимаете, мне хорошо, у меня жизнь рай. Молодая жена, красивые детки, просто любимая работа. Мне очень все нравится. Я сегодня планирую вечером книжку там дописывать. Понимаете, мне есть что делать, есть о чем думать. Есть много нереализованных планов. Я впервые начал думать, что я бы хотел дальше рисовать. Вы понимаете, что может заставить человека рисовать? Я могу вам сказать. Наверное, реализация внутренних чувств. Когда реализованы внутренние чувства, у человека может появиться желание живописи. Понимаете? Это же, когда-то я говорил такие слова. Невозможно написать что-то. Почему? Потому что для того, чтобы написать что-то, нужно сначала что-то знать. А для того, чтобы знать, нужно сначала что-то прочитать. Поэтому перед тем, чтобы написать что-то, нужно сначала много всего читать. Чтобы потом знать и потом, чтобы написать что-то. Точно так же и здесь. Для того, чтобы нарисовать краски, нужно сначала много красок накопить, сделать 1000 выводов, какие краски бывают, или как это можно все передать в виде красок, как передадутся чувства в виде красок, и что бы ты хотел увидеть. Когда люди рисуют, то одни просто рисуют, а другие запахи чувствуют, вы представляете? Дело в том, что это такая особенность, вот эта реализация, она очень необычна для человека. Переизбыток чувств создает успех, когда утром просыпаешься и тебе нравится, радуешься в течение дня и не страдаешь, когда спать ложишься от собственного эгоизма. Собственный эгоизм может помочь человеку на работе, а дома
любовь к этим людям, которые рядом с тобой находятся, которые выражать не нужно. Ее выражают в случае, если человек хочет что-то сделать для другого человека. Я вообще могу сказать, что любовь выражается не в том, что человек чувствует, а в том, что он делает. Я могу еще раз повторить эти слова. Я считаю, это моя твердая уверенность такая у меня есть. И она заключается в том, что любовь, она заключается не в том, что человек чувствует, а в том, что человек делает для другого человека. Вот что такое настоящая любовь. А без любви сделать что-то для другого человека не хочется. Не хочется ни обнимать, ни целовать, ни подметать, ни готовить. Ничего не хочется. Почему? Любви нет. А вот как раз это все и является символом проявления. Но есть и другие люди, они себе придумали, что любовь это главное разговаривать. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. И после этого на него смотришь, он по дому ничего делать не хочет, делать вообще что-то вообще не хочет, для семьи создавать что-то не хочет. И после этого зато очень много люблю, говорит. И после этого на него смотришь, ну так зачем это люблю, если ты делать ничего не умеешь или делать ничего не хочешь. Конечно же, я еще раз хочу сказать, если вы женщина, и у вас есть желание что-либо предпринимать, и вам страшно, то это правильно, вам прям необходимо что-то предпринимать. Почему? Вы должны развить свое бесстрашие, это будет ваш кармический рост, и деньги появятся. А в случае, если вы мужчина, и вы боитесь что-то, тогда проявляйте свою смелость, потому что эта смелость будет, мужественность будет являться ключевым моментом в вашей жизни. Как мужчине страшно? Если мужчине страшно, и он говорит себе, я не буду отвечать, я не буду звонить, я не буду что-то делать, это тот момент, который необходимо сделать, 100%. Я не подойду, я не познакомлюсь, я не скажу, я промолчу, я не скажу нет, я там никого не пошлю, извините за эти слова. То это и говорит о том, что мужчине есть над чем работать, ему необходимо работать над мужественностью и смелостью. Дорогие мои друзья, вот Элла пишет, Андрей Андреевич, как попасть к вам на консультацию, сколько это стоит через скайп? Напишите, когда и во сколько. Галина, я, к сожалению, сейчас не могу принимать людей в скайпе. Во-первых, я не могу их принимать, потому что я в течение вторника и пятницы принимаю людей у себя в офисе в городе Киеве, чего, скорее всего, дальше делать не буду. Почему? У меня компания очень разрослась, и на сегодняшний день она требует того, чтобы я ей занимался. Сейчас брать человека на эту должность я не буду, и буду целиком заниматься сейчас компанией и ее продвижением. Компанией «Тибетская формула», сетью в потоке.com, развитием своей эзотерики, а люди, к сожалению, не могут мне дать возможность такую. Дело в том, что принимая людей, я где-то не реализовываю свои задачи, которые были поставлены несколько лет назад, и это приводит меня к тому, что я барахтаюсь на одном месте и не могу перейти на новый уровень. Буду ли я принимать в дальнейшем? Я уже говорил, могу вам повторить. Если вы пишете письма, я на них отвечаю. Принимать по скайпу, это значит тратить время 30, 40, 50 минут, понимаете? У меня этого времени нет. На сегодняшний день я ежедневно зарабатываю больше $2000. Делаю это пассивно. На самом деле эти суммы больше. И когда я делю свой рабочий день, допустим, 6 часов рабочих, я делю на $2000, получается, что каждый час я зарабатываю $300, а каждые полчаса я зарабатываю $150. Поэтому я могу сказать вам, что $150 за полчаса – это стоимость моей жизни. При этом, если я эти деньги потрачу на то, чтобы руководить или работать руководителем, то я зарабатываю гораздо больше. Поэтому смысл мне принимать людей, он сейчас совершенно не нужен. Не нужно добиваться этого, потому что очень много писем, обвинений, Дуйко, ты должен, я требую, чтобы меня приняли, хочешь, я тебе $100 заплачу и так далее. Это просто улыбает меня, серьезно. Сотни тысяч учеников, а я один. Я не могу даже физически, даже по 1 секунде уделить человеку. Мне даже для того, чтобы просто проверить скайп после его включения, необходим час. Вот я сегодня не включал скайп, и мне нужно его включить завтра. Вот завтра я его включу, и мне для того, чтобы просто просмотреть письма, не отвечая, понадобится 1 час. Столько же я потрачу еще на то, чтобы просмотреть сообщения в социальных сетях,
ВКонтакте, а также в Потоке, а также в Фейсбуке. И столько же, чтобы ответить на письма или посмотреть хотя бы на эти письма, которые приходят у меня в нескольких почтовых ящиках. А также у меня есть дополнительно переговоры по бизнесу, у меня есть какие-то проекты, которые я веду и так далее. Есть разработки, я собираюсь книги дописывать свои. И это все занимает время. Плюс мне очень хочется с детьми быть. И вот то, что я приезжаю и во вторник остаюсь просто и после вебинара принимаю людей, это целиком жест доброй воли. Я бы мог это запросто на сегодняшний день совершенно не делать. Поэтому если я кого-то обижаю тем, что не принимаю, вам нужно с этим смириться, потому что в дальнейшем это совершенно будет невозможным. Пишите письма, пишите моей жене, отправляйте фотографии больных. Она потом мне показывает. Вон у нас есть руководители, там, Мочаренко, Душак, Наталья Замойская, у нас есть Оксана Сущенко. Есть очень много людей, которые отвечают на эти вопросы. Выбирайте этих людей, пишите им. Они все равно приходят ко мне, потом показывают мне письма, я все равно делаю назначение, понимаете? Все равно, если случай такой, что нельзя разобраться, я помогаю. Уже 7 лет встречаюсь с мужчиной. Если что-то ему не нравится, он на меня орет матом. Понимаю, что он меня просто использует. Хочу расстаться. Но после каждой ссоры он мирится. Говорит, что любит, я прощаю. Но в итоге все повторяется. Как мне поступить? Подскажите. Есть такое понимание, которое сразу же идентифицирует отношения в семье. Я могу вам сказать, что необходимо делать. В случае, если вы живете, у вас нет общих денег, первое, бегите. Не продолжайте отношения. Когда мы начинали с моей Соней отношения, то у нас были сбережения. И была такая ситуация, когда я говорю, что вот я сейчас, я уехал в командировку, сбережения были все в долларах. И она тогда получила какую-то сумму денег, там, я не помню уже, там, 5 тысяч долларов зарплаты там, или 6 тысяч долларов зарплаты. И в этот момент понадобились деньги для производства. Но она получила это в украинской валюте. И после этого из производства позвонили и говорят: Соня, ты бы могла дать деньги? Так вот, она свои деньги, которые она заработала, отдала их в счет вот этой заработной платы и так далее на производство. Почему она это сделала? У меня есть еще одна семья, там в этой семье муж и жена, которые сейчас собираются создавать семью. У них нет совместных денег, она зарабатывает, куда девает, не объясняет, он зарабатывает, там, тратит на что, там, непонятно. После этого, когда они собирают эти деньги, она сейчас решила, он хочет открывать завод, она решила приобрести себе автомобиль. После этого сама поехала, купила себе машину. Я у него спрашиваю: у вас есть совместные деньги? Нет, у нас нет совместных денег. Но сколько она зарабатывает? Не знаю. Зачем тогда семейные отношения? Зачем эти семейные отношения? Они не нужны вообще. Когда мужчина с женщиной живут 7 лет, он до сих пор еще не сделал 3 шага. Какие 3 шага должен сделать, обязан сделать мужчина? Когда он начинает жить с женщиной, и он на протяжении 1 года не сделал предложение этой женщине, можно разворачиваться и уходить. Почему? Предложение дает гарантию или хотя бы веру в тому, что хоть когда-то он там предложит ей руку и сердце. То есть предложение сделать, это значит сказать женщине: вот от меня небольшой подарок в виде вот такого кольца для предложения. Ты когда-нибудь, хоть гипотетически, я могу рассчитывать, что ты станешь моей женой, хоть когда-нибудь? Она говорит: ну, конечно, и после этого начинает жить, веря, что он когда-то сделает там свадьбу и так далее. И все вместе начинают зарабатывать на то, чтобы дальше сделать свадьбу. Правильно, правильно. А когда вы 7 лет прожили, и он не делал предложения, то тогда бегите, потому что через 7 лет следующих вы будете на 14 лет старее. И сейчас 7 лет этих пропущенных, нужно сказать, я обычно говорю вот всем своим знакомым, я обычно говорю такие слова: что вы совместно заработали за 7 лет прожитой жизни? Сколько у вас есть совместно нажитого капитала, совместно приобретенного имущества? Что у вас есть совместное? Нету ничего, вас Бог не соединяет. Потому что когда живешь вместе, то во всяком случае хотя бы дети должны появиться. Потому что они объединяют. А если совместного нет ничего, то тогда не стоит дальше продолжать.
Должны быть совместные накопления, совместные дети, совместное имущество, совместно приобретенные болячки, я не знаю, там совместно. Это должно быть совместное что-то, понимаете? Если совместного ничего нет, он там орет там, или еще что делает, то незачем вообще незачем продолжать. Если жизнь выживания, и в этом выживании еще и хамство, даже не продолжайте такую жизнь. Скажите, пожалуйста, в каком семинаре информация про полотна? Это в семинаре противоядия злу, правильно, да. О, кто-то дал сразу же свою ссылку, молодец. Я не против. Доброго времени всем, я только пришла с работы, опоздала на начало, отлично. Живу в семье с родителями и братом. Конфликтные ситуации, отсутствие элементов доверия и уважения, взаимопонимания и взаимопомощи, обвинения, претензии, ежедневные выяснения, постоянная критика. И за последние 2 года участились конфликты за право обладания имуществом. Было выгоняние из дома, мне некуда было идти. Не имею финансовой возможности, к сожалению, жить отдельно. Мужчины в семье начали болеть, у матери тяжелый характер, тяжело. Вот смотрите, Динара, в вашем случае вы обвиняете, что там не было, там было и так далее. Но когда вас родили, то не говорили вам, что мы вам дадим имущество. Этого не было. Моя мама, когда меня родила и когда растила, она не говорила, что я дам тебе имущество. Моей сестре не говорила остальным моим сестрам. Никто, рождая другого ребенка, не обещает, что кто-то кому-то что-то будет давать. Поэтому на это рассчитывать не нужно. Скажите, им давали или они сами заработали? Их родители им давали или сами заработали? Но это, знаете, если те зарабатывали, если родители зарабатывали, то тогда они должны и вы зарабатывать. Просто сейчас вы так обозначили ситуацию, при которой вы обвинили окружающих. Они живут в своей квартире, они ее заработали. А остальные почему себе не зарабатывают на квартиру? У вас нет финансовой возможности. Скажите, 2 года было мало для того, чтобы получить какую-нибудь образовательную программу? Что может делать женщина? Она может точить ногти, отрывать от лица волосы, может делать эпиляцию, шугаринг, может делать там ботокс уже колят, могут наращивать ресницы, подстригать, менять цвет волос, там шить одежду, там кроить обувь, работать веб-дизайнером могут, просто дизайнером работать, там писать статьи и так далее. Этого разве мало для того, чтобы начать работать? А почему вы этого не делаете? Мне очень нравятся люди, которые умудряются обвинять других людей, потом обижаться и потом еще чего-то ждать. Что мешает обыкновенному человеку начать зарабатывать деньги? Что мешает? Ничего не мешает вообще. Мешает отсутствие информации. Пишите РУ-патент или патенты Российской Федерации. Кто был на этом сайте, скажите. Оксана, ты была на этом сайте? Интересно, скажи. РУ-патент, и там миллионы патентов, и там что угодно можно начать делать с завтрашнего дня. И все объяснено. Не получается у вас, звоните туда в РУ-патент и говорите, как можно связаться с теми людьми, чтобы приобрести этот патент. Приобретаете патент за небольшое количество денег, звоните этим людям и просите, чтобы они помогли организовать вам изготовление, производство и что-либо. Да вообще зарабатывать деньги несложно. Знаете, сейчас липкие ленты продаются такие. Не липкие ленты, а магнитики такие. Вот сейчас у меня маленький ребенок, Роза, и мы ее одеваем. То есть ее нужно одеть, раздеть. Одежда это неудобная. Кто придумал туда пуговички, злейший враг родителей, потому что ребенок ручками, ножками, он постоянно шевелит. Ну так сделай такую одежду и прикрепи с одной стороны один магнитик, с другой магнитик, который можно стирать. Знаете, такие магнитики уже есть, черненькие. И я ребенка одеваю, магнитик прикрепил, и все, он одетый, понимаете. И здесь магнитик, и здесь магнитик. Что мешает это сделать? Готовый бизнес. Дарю, можете использовать. Осталось найти магнитики. Как их использовать? Купили одежду детскую, прицепили туда дома магнитики, отвезли в такой же магазин, который продает эту же детскую одежду, и говорите, это новая детская одежда под брендом Диана или там Динара с магнитиком. Я буду приходить, и мне будут говорить, у нас новинка, одежда, которой можно одевать детей с магнитиками вместо пуговичек. Я первый буду покупать, мне это будет нравиться.
Согласны? Конечно, супер вообще, гениально. Это как с рисовой мукой. Ответьте, пожалуйста, если можете. Я ждала ребенка, но ее жизнь прекратилась на 36-й неделе. Беременность проходила нормально, но анализом и УЗИ было хорошо, никаких угроз. Можете ли сказать, почему так случилось и получилось ли родить здорового ребенка через 1,5 года? Получится родить здорового ребенка, но здесь вот в чем особенность. Допустим, есть 3 человека. Есть я, моя жена и моя мама. Сейчас. Не так. Есть 3 человека, мы друг друга не знаем особо. Есть я, есть, допустим, женщина по имени София, и есть вторая женщина по имени Любовь. Я с Софией работаю, и когда я с Софией работаю, там у нас что-то получается, что-то не получается, она на меня работает, мы бизнес-партнеры. После этого, когда я разговариваю с Любовью, которая не относится к нам, я говорю, что вот, видимо, у нас с Софией там что-то не получается, она как-то себя не так ведет. После этого эта Любовь, она приходит и этой Софии начинает говорить, что вот он сказал на тебя, что между вами ничего не получается, что он полностью тобой не удовлетворен и так далее. После этого София обижается на меня, я ничего не могу понять с этой Софией, там, не могу найти какие-то точки преткновения и так далее. А эта Любовь дальше живет. Но этой Любови есть дети. Так вот, в тот момент, когда эта Любовь поссорила меня и эту Софию, а это называется поссорить в виде сплетни, это вообще было не ее дело. Она не должна была говорить ни мне, ни моей Софии там, или вот этой знакомой Софии. Она это сделала, то есть она выпустила эту сплетню. Ее дети начнут очень сильно болеть. Она начинает таким образом разрушать детей. Как это может быть? Вот смотрите, даже если я сейчас зададусь целью и буду писать комментарии, и буду критиковать, там, Порошенко плохой, там, Путин хороший и так далее, то это вызовет элемент сплетни. То есть это заставит людей между собой общаться, страдать от того, что сплетни эти появляются. И мои дети от этого начнут болеть, вы представляете? Естественно, я могу сказать, что это неправильно. Для того, чтобы выносить ребенка, нужно говорить себе, что все люди вокруг хорошие, и никого не обсуждать, никого не критиковать и не комментировать. Понятно? Это даст возможность выносить ребенка. Дети болеют не от того, что они простудились, а от того, что мамы и бабушки кого-то критикуют, комментируют без конца и сплетничают. Понятно? А об этих сплетнях кто-то узнает и начинает, кто-то плохой, кто-то хороший. Да ваше какое дело вообще? А почему так происходит? Потому что так бы я один раз там, так бы мы жили мирно и все бы обо всем забыли. А так эта София, которая вот в этом разговоре или в этом рассказе присутствует, она начинает дуться, она без конца выделяет психическую энергию, не может никак успокоиться, между нами накаляется страсть, и после этого будет какой-то сильнейший скандал. И виновен в этом скандале будет тот человек, кто посеял вот это зерно недоверия и вот такого гнева друг к другу. Вы представляете? Это ужасно, конечно. Получится ли у меня зарабатывать в интернете? А я не могу понять, зачем мне эти вопросы. Нет, серьезно. Вот человек задает вопрос, получится ли у меня зарабатывать в интернете. Но я вам могу ответить на этот вопрос, очень несложно это сделать. На сегодняшний день есть семинары, которые звучат так. CRM, я сейчас напишу, продвижение в интернете. Да, давайте сейчас. CRM-система в интернете. Семинар. Семинар. И дальше. Семинар, интернет-магазин и CRM для бизнеса. 1 июня проводится этот официальный семинар. Сейчас посмотрим его стоимость. Итак, стоимость так в семинаре. Семинар, интернет-магазин и CRM для бизнеса стоит 53 тысячи рублей. Итак, что необходимо сделать для того, чтобы начать зарабатывать в интернете? Покупайте семинар, который называется «Обучающий семинар CRM, интернет-магазин, продвижение в интернете». Вы не проходили этот семинар,
Вам придется сейчас искать деньги для того, чтобы купить CRM-семинар и научиться продвигать себя в бизнесе. Или вы считаете, что вы без обучения можете что-то с этим сделать, а давайте спросим вот у такого великолепного специалиста, как Евгений Дуйко, который рядом находится. Женя, скажи, человек наобум, вот так вот с улицы пришедший, может заработать в интернете? Он отвечает, что заработать в интернете наобум невозможно. Сделать это невозможно. Даже работа в партнерской программе без специального обучения, работа в партнерской программе бессмысленная трата времени. Когда человек говорит, могу ли я зарабатывать, я обычно говорю, сколько денег вы потратили на то, чтобы обучиться тому, как это нужно продавать. Сколько денег потратили? Нисколько не заработаете. Нужно ли мне этим заниматься? Очень хороший есть анекдот, он звучит так. А из плохой рыбки получится хорошая юшка? Я обычно говорю, нет. Хорошая юшка получается из хорошей рыбки, а из плохой рыбки получается плохая юшка. Поэтому, когда человек говорит, я не умею ничего делать в интернете, получится ли у меня зарабатывать, я обычно отвечаю, если ты ничего не умеешь делать в интернете, то ничего не получится. Андрей Андреевич, а я смогу играть на скрипке? А вы умеете играть на скрипке? Нет, не умею. Ну тогда не получится, скорее всего. Вот сейчас человек говорит, я смогу зарабатывать в интернете, я хочу задать вопрос, а вы на скрипке играете? Но я никогда не учился играть на скрипке, а как же вы заиграете? Я сама научусь. А скажите, разве можно самому научиться играть на скрипке, если тебя никто не научит играть на скрипке? Но, Андрей Андреевич, но это же интернет, друзья мои, интернет это скрипка, или баян, или фортепиано. И там это инструмент, это он даже научиться на скрипке легче, чем научиться работать в интернете, легче. Это нам кажется, что ой, да что там такого-то? И вот таких наивных людей я обычно вижу, они пишут, дайте символ для работы в интернете, чтобы у меня все покупали. Какой символ, алло? Как говорит моя дочь Аня, это ее новое слово. Алло, она говорит. Человек не может научиться работать в интернете, если он не купит, его кто-то не научит там работать, профессионально причем. CRM это только кусочек, а там есть еще веб-дизайн, есть еще там создание текстов, знаете, это один из самых сложных видов бизнеса, заработок в интернете. Я хочу открыть интернет-магазин, купим интернет-магазин и будем его развивать. Ты специалист в виде продаж в интернет-магазине? Нет. Как ты собираешься это делать? Людей найму? Да ладно. Там еще специалистов. Почему? Если я научился продавать через интернет-магазин, то я вообще никого не буду хотеть обучать. Зачем мне это надо? Объясните. Конечно, я буду все для себя делать и все. Но это же как бы само под собой подразумевает. Я специалист и продаю много через интернет-магазин. Буду ли я кого-либо обучать? Зачем мне это? За деньги буду обучать, конечно. Причем за большие. Чем выше специалист, тем дороже. 53 тысячи это минимум, который человек должен внести. Минимум вообще. Это вообще бесплатно, чтобы вы понимали. Там на складче не куплю и так далее. Все это ерунда, потому что вы упретесь в какой-нибудь фишечку такую, которую вот не будете понимать и ничего не будет получаться. Это как хороший скрипач и самоучка. Или хороший баянист и самоучка. Хороший баянист будет играть все, что захочешь, и музыка будет красивая. А самоучка три песни подберет и все. И будет там, как попало играть, ему будет казаться, что это хорошо. И отличить это можно будет с легкостью. Запросто, понимаете. Артист, который учился, и самодельный артист, можно отличить? Конечно, можно отличить. Смотрите, человек, который научили делать красивую обувь, и сам придумал, что он научится делать красивую обувь. Научится? Ой, лучше бы он не учился, знаете. Такие странные вы, господа. Добрый вечер. Можно научиться кого-нибудь убивать. Много ума не нужно. Вышел, зарезал, там, знаете, отобрал. Тут много ума не нужно. Поэтому люди часто идут вот по этому пути. Самый простой. А самый простой путь, самый нахальный, гадкий и плохой. Самый сложный путь – это обучение. Нужно учиться. Сварщик и тот должен обучаться работать, понимаете, и как там заварить и что-то делать. И мне нравятся вот эти люди, которые ничего не умеют, ничего не хотят вкладывать в себя, не хотят. И я лучше возьму кредит на то, чтобы получить, чтобы сотовый телефон приобрести.
Где в голове ум у такого человека? Ум. Во всем мире дети ищут возможность, чтобы купить образование, понимаете? Во всем мире дети ищут возможности, чтобы где-то подработать, чтобы оплатить свое образование. У нас дети ищут возможности, чтобы найти деньги, чтобы купить мопед или взять кредит, чтобы купить себе новый телефон. Что с этим поколением делается вообще? Обучайтесь, обучайтесь. Не умеете, значит вам надо обучаться. Я всегда говорю, тенденция. Не умеешь что-то делать, обучайся. Обучайся, ищи деньги, вкладывай в это и получай это образование. Магнит не вреден для детей в случае, если он в виде ленточки. Не вреден. Сын собирается жениться, вернее, пока не заработал на свадьбу, жить отдельно гражданским браком. Скажите, скоро ли будут у меня внуки? Дождетесь? Дождетесь, скоро будут, все хорошо. У братишки в семье постоянно ссоры, сноха постоянно высказывает недовольство, только по телефону общаемся с братом. Из позитивного брата вижу унылого, хотя он говорит, скажите вернее, что можете посоветовать? Огромная благодарность, Куляш. Куляш, а почему я должен советовать вашему брату? Я понимаю, вы ученик школы Кайлас, да, и у вас там проблема. Обратитесь ко мне, я вам посоветую. Почему я должен еще? Давайте будем брата, будем там друга. Ну что это такое? Почему я должен вашего брата просматривать? Хотим учиться ребенка отправить к бабушке. Она болеет, недавно похоронила сына. Можно отправлять, не переживайте. При лечении заикания можно ли сразу лечить несколько членов своей семьи? Дочери, жены или меня и жены и так далее? Можно, да. Купила ваш семинар «Оккультист». Скажите, можно ли делать практику с розовым шаром для привлечения конкретного человека? Можно. Я пробовал открыть свой бизнес по новой, но не получилось. Сейчас пока хожу на подработках, конкретной работы нет. Один предлагает цех фасовки открыть, но тоже пока неизвестно. Начинаю паниковать от неопределенности, стараюсь читать мантры. Ваша ошибка заключается в том, что вы постоянно ищете, чтобы открывать с кем-то. А вы делаете сами. Хотите цех фасовки? Сделайте свой цех фасовки. Сейчас заниматься бизнесом как никогда не сложно. Маркетинговые исследования делает вместо вас интернет. Но даже обычно человеку говорю, маркетинговые исследования, это еще что такое? Какие маркетинговые исследования? То есть, можно ввести в интернете, там, выбрать свой там, Калининград, там, услуги фасовки там, гороха, услуги там, паковки такой-то, такой-то. И после этого это же так несложно все делать. Спасибо за привет от вас, Ромашка, и вы обрадовали меня. О, Снежан, привет. У братишки в семье постоянные ссоры, понятно. Ага. Хочу сама открыть такси. Получится, стаж 10 лет. Конечно, получится. Ура, успела. Как мы рады вас видеть. Привет от МК-36. Спасибо. Подскажите, мой персональный мужчина, я его уже знаю или скоро узнаю? Уже знаете. Не могу определиться с выбором дальнейшего пути. Получилось так, что осталась без работы. Есть свой бизнес, но в связи с тем, что сейчас большие трудности с объемами, придется его закрыть. Подскажите, пожалуйста, в какой сфере я могу себя найти? Дочь студентка, необходимо ее учить, я одна поднимаю. Самый простой бизнес – это бизнес. Вот вы должны понять, почему сейчас много видов бизнеса разрушились. Много видов бизнеса разрушилось, потому что все цепочки посредников были уничтожены. Раньше в ходе того, что количество денег было много, существовали посредники. Посредники помогали, посредники, это была информация закрытая, все думали, что покупают напрямую производители, а это было посредники. И так длилось очень долгое количество времени. Сейчас зарабатывание как посредников невозможно. Сейчас производитель хочет открыть свой магазин, производитель хочет напрямую продавать сам, а посредников выбирают только очень крупных. Вот этих мелких их всех задавили и всех выкинули с рынка. Поэтому человек говорит, а что же я могу делать? Я обычно говорю, становись либо производителем, либо очень крупным ритейлером. Но производителям легче, понимаете? Это любой вид бизнеса, он очень несложный. Я говорю это серьезно, просто нужно достаточно активно в него погрузиться.
Вот человек смотрит, допустим, там зашел в магазин и видит, что там фасованная гречка. Гречку несложно делать. Покупаете тонну гречки, после этого эту жаркую шелушилку, после этого пакуете в пакеты, делаете отдел продаж, ставите 2 человек, даете им 2 телефона и говорите, ваша задача заключается в том, чтобы каждый день продавать там 100 килограммов гречки. Выполняете задачу продажи 100 килограммов гречки, получаете такую заработную плату. Не получается, тогда заработную плату получаете такую. В случае, если у вас больше, чем вы можете продать, тогда получаете процент. Конец. Сильно сложно. Смотрите, покупаете тонну сахара, после этого тонну сахара покупаете аппарат, который делает квадратики из этого сахара, после этого пакуете в бумажные коробки. Бумажный сахар по 400 грамм продается как килограммовый. После этого находите место, кому нужен сахар-рафинад. После этого человек говорит, о, это так сложно. Нет, это вообще не сложно. Это так кажется, что сложно. В целом это достаточно легкие виды бизнеса. Мука, допустим, да, покупаете рис, делаете из него муку. Из гречки можно делать, из пшенки можно муку. Не получается продавать муку, покупайте вермишелевую установку. Дальше замес для теста, покупайте технологию, это все очень недорого стоит. Там такой на 500 литров смеситель для теста стоит приблизительно где-то 50 тысяч рублей. Дальше сушильный шкаф стоит еще 50 тысяч рублей, это 2000 долларов грубо. Дальше одна тонна муки стоит приблизительно еще 1000 рублей, допустим, 1000 долларов, да, получается 3000 долларов. После этого у вас готовый цех по производству вермишели. Конец. Скажите, вермишель дороже стоит, чем мука? Давайте я отвечу, дороже. Сильно сложно ее делать. Делайте такую, как любят, делайте такую, как привозят итальянцы. Какая самая популярная? Самая популярная спагетти, понимаете? Человек говорит, о, это все так сложно, а я говорю, что нет. Вообще все несложно. Просто здесь нравятся шампуни, выпускайте шампуни, найдите технолога, заплатите деньги, пусть вам шампуни разработает. После этого делайте, там купите много тары, запакуйте. Нравится там, допустим, там омыватели стекол, сделайте омыватели стекол, вычитайте в интернете, как делать, заколотите, возьмите технолога, возьмите директора этого всего, дайте ему денег, откройте отдел продаж. Вообще этим заниматься несложно. У вас есть помещение, посадите туда парикмахеров вместо того, чтобы сдавать это все в аренду, как помещение. Предпринимательская жилка, конечно, это что-то, что должно быть у человека. Ребенок перешел в 11 класс и хочет уехать учиться в Питер, а мои все в Москве. Стоит ли настаивать на Москве или... Нужно сказать, это девочка или мальчик. Если девочка, никуда не отпускайте. Если мальчик, пусть едет. Потеряли бизнес и все вложения. Поднялись уже из уныния. Проанализировали свои ошибки. Стоит ли снова идти в бизнес? Стоит идти в бизнес только в случае, если вы научитесь сами что-то производить. Если вы будете дальше заниматься посредничеством, ничего не получится. Ровно 2 года назад на вебинаре вам задал вопрос, стоит ли мне начинать заниматься астрологией? Вы сказали да. У меня на это ушло 2 года. Благодаря вере вам и вашей школе я обрела новую профессию и потихоньку уже зарабатываю. Спасибо вам огромное за поддержку, учитель. Вот видите, верьте, дуйко называется. Муж спрашивает, как привлечь заказчиков к выпускаемым изделиям из дерева. Для того, чтобы привлечь заказчиков, нужно сделать 3 элемента. Первое. Нужно обязательно иметь свою группу в Фейсбуке, знать, как продвигать в Фейсбуке, запустить таргетированную рекламу, запустить таргетированную рекламу в виде интернет-магазина на соответствующих площадках, сделать лендинг и продавать это все через интернет. Продвигать этот лендинг, понимаете, а как запустить? Как запустить? Вот так и запустить. Вторые варианты, если есть, берете человека и говорите, будешь получать процент от продаж, оплачиваете ему стоимость бензина, даете ему телефон, и этот человек начинает ездить по мебельным магазинам, предлагать вашу мебель, ну и так далее. Ну вот так, вот, а как? А как вы хотите, чтобы они
ниоткуда вы узнали о вас и после этого к вам прибежали. Так не бывает. Это время уже давно закончено. Родились двойняшки, очень недоношенные. Можно ли эзотерическим методом помочь их здоровью? Да, можно. Этих детей необходимо купать вместе с водичкой, добавляя молоко. Можно сцеживать и вот таким молоком ребенка обтирать. Тогда дети начинают материнским молоком. То есть, когда дети рождаются недоношенными, то перед тем, как вы вечером их покупаете, в течение дня можно чуть-чуть отцеживать молока, делить, и вот этим отцеженным молоком нужно этих деток массажировать и вмассажировать это молоко, а потом вечером уже купать. Считается, что энергетически поддерживает мама таких детей, и дети становятся хорошими. Также нужно греть таких детей, это тоже обязательно. Греть мысленно тоже, представляя, будто они как солнечные. Ребенок хочет уехать учиться, ответил. Ребенок девочка, нет, пусть с вами остается в Москве. Наглости задать вопрос, буду ли я жить в собственном доме у моря? У Черного моря. Мне как эзотерику обидно, что люди спрашивают такие вопросы, особенно ученики школы Кайлас. Женя, можешь включить, пожалуйста, свет? Или Оксана? Я могу вам сказать, что мне как эзотерику чрезвычайно неприятно, что люди мне задают такие вопросы. Вот серьезно. Мне это чрезвычайно неприятно. Почему? Это что, не вера в себя или как? Это, на что человек рассчитывает? Он говорит, хочет быстро просто. Тогда задавайте правильный вопрос. Будет ли у меня собственный дом завтра? Я отвечу, нет, не будет. А буду ли я когда-нибудь? Все зависит от веры. Понимаете, еще не было ни одного человека, который бы верил, и у него не получилось. Понимаете? Я когда-то хотел эзотерическую школу открыть. Видите, теперь перед вами вот сижу и рассказываю о чем-то. Понимаете? Что может заставить человека? Поставленные цели. Человек всегда приходит к поставленным целям. Всегда. Просто он каждый день должен ставить себе задачи, а если на него кто-то работает, этим людям задачи, для того, чтобы идти к поставленным целям. У меня есть поставленные цели, я как динозавр просто, знаете, большими шагами напролом, как бульдозер. Просто еду и все время двигаюсь в одном направлении. Я когда открыл бутылочки вот эти БАДы, это было в помещении подсобном, в доме жилом, и там работало, нанял 2 инвалидов, чтобы мало этим людям платить. И когда принес первую баночку домой, жил тогда с девушкой, она говорит, ты что, с ума сошел? Кто же это у тебя купит, кому это необходимо? Но у меня было желание это продавать. Скажите, сейчас, когда эта компания стала международной, можно сказать, что это для меня принесло мне какие-то деньги? Можно. А тогда все, кто меня знал, делали так, вообще с ума рехнулся. Вообще, что с тобой? Когда я начал говорить в свое время, что я буду читать семинары по эзотерике, то все, кто меня знал, аж садились. И говорил, продам магазины, буду эзотерические семинары читать. Говорили, ты что, сумасшедший что ли? Какие эзотерические семинары? Говорил, буду читать семинары, а мне там один человек по имени Георгий, тогда сказал Родион. Он мне тогда сказал такие слова. Он сказал, Дуйко, с твоей фамилией можно только, а что сказал дальше, не скажу. Я могу только занято кричать, знаете. И после этого я на него так смотрю и говорю, ну а что у тебя за фамилия такая? Он говорит, ты послушай дальше, там, моя фамилия вот такая. Чуть-чуть нет. Я так смеюсь. И после этого доля разочарования появилась. Ехал я домой и думаю, ну надо же. Действительно, как же с этой фамилией? Он мне тогда сказал, чтобы вы понимали, консультация платная была. Он очень профессионально читает семинары, у него на то время достаточно много было разных семинаров. И я вот ему говорю, слушай, что мне нужно, чтобы читать семинары? Он мне сказал, да вообще у тебя ничего не выйдет, ты на себя посмотри. Большой живот, большой нос, ты лысый, у тебя фамилия некрасивая, и ты разговариваешь, картавишь, шепелявишь, что из тебя получится? Вообще даже не начинай. Я когда на тебя смотрю, я даже не могу представить, что что-то будешь кому-то рассказывать. Итог, я читаю, почему? Там мне все равно, потому что для меня это было вообще идеей. Все равно, что бы ни сказал, я буду делать по-своему. Почему? Знаете, я у своей мамы никогда не спрашивал, с кем я хочу жить. Никогда не спрашивал, с кем я хочу жить, чем я собираюсь делать. Вообще никто не знал.
Вообще живу как хочу вообще. Для меня жизнь это сплошной театр, даже не военных действий, а театр радости. Сколько лет живу, все время делаю все, что захочу. Правильно, неправильно, все равно. Вот сестра нет. Я вообще самый непредсказуемый человек на земле. Понимаете? Самый непредсказуемый. У меня было желание когда-то, вот так сидел вечером, завтра нужно было ехать в министерство. И я не работал, а сотрудничал там с министром определенным, там, каким-то там украинским. И вот он меня на завтра вызывает, и мне нужно ему там дать $4000. И вот так вот он звонит и мне говорит, завтра, чтобы был в 6:30 там у меня уже в кабинете и так далее. А я сижу и вот так смотрю видео об Индии, вы представляете? Вот так вот клацаю, Индия такая, Индия такая, Индия такая. Перехожу на сайт и покупаю себе билет. И после этого уже этой ночью улетаю в Индию, представляете? Поехал в Индию, 10 дней был в Бомбее. После этого из Бомбея наелся там, знаете, походил там по этому Бомбею, чуть не ограбили. После этого прилетел обратно, после этого телефон был выключен, включаю, он звонит, ты где? Я говорю, летал в Индию. Говорит, ты что, с ума сошел, что ли? Я говорю, нет, мне просто надо было слетать в Индию. А ты получил мое сообщение? Получил. Ну а что ж ты не явился? Я говорю, у меня уже билеты были. А я когда улетал, ему написал, я улетел в Индию. Но он говорит, ты что, с ума сошел? Когда это ты успел? Еще вчера я тебя видел, я говорю, что долго улететь в Индию. Я за час купил эти билеты, через час уже был в аэропорту, понимаете? И полетел в Индию, почему? Ну вот захотелось, почему? Жизнь такая интересная. Жизнь интересная, потому что если хочется, надо делать. Я за свои деньги покупал. Ему взятку не заплатил, этому человеку. А знаете, как получилось? Сначала я полетел в Индию, а потом не захотел ему платить, потому что посчитал, что он не заработал этих денег, а потом его через месяц сняли. Вы понимаете? И итого экономия $10 000 США. Не могу сказать, что я от этого не потерял. До сих пор не могу понять, зачем я летал в Индию. Чтобы поесть, знаете. Хочу заняться нумерологией профессиональной. Стоит ли этому обучаться, потом получится помогать людям. Профессиональная нумерология не дает человеку ничего. Можно мне, конечно, сказать, нет, Андрей Андреевич, вы не правы и так далее. А можно сказать, что там, нумерология это не та наука, которой можно заниматься профессионально. Она не дает ничего. Она не инструмент. Получается, можно ли человеку при помощи нумерологии там что-либо предсказать? При помощи астрологии можно, при помощи нумерологии не особо. Я не знаю ни одного человека-нумеролога, который бы зарабатывал большие деньги. А астрологов знаю, которые зарабатывали большие. Сын вернулся на родину с огромными долгами. Есть должник у семьи, который должен такую же сумму денег. Нам удастся забрать у него деньги, благодарю заранее за ответ. У вас, скорее всего, получится забрать деньги, но я хочу вам просто где-то посоветовать. Дело в том, что вы родители, а деньги занимал ваш сын. Я хочу вам дать совет. Не соединяйте это между собой. Просто это проблема, которая касается вашего сына. Если вы будете отдавать деньги, которые должен ваш сын, вы поступите негуманно по отношению к вашему сыну. Заставьте этого человека самого отрабатывать, но при этом дайте ему возможность жить, питаться за ваш счет. Это будет ваш вклад. Не сумел, устройте его на работу, вот пускай зарабатывает, отсылайте эти деньги и помогайте ему отдавать. Не выплачивайте за сына деньги, которые этот сын должен. Я говорю это серьезно. Ума больше будет. То, что родители за детей отдают, потом дети не могут заниматься предпринимательской деятельностью. Почему? Потому что они попадают в долги, потому что они не понимают, что нужно обучаться. Лень, мозгов не хватает, не хочется или еще что-то. Ольга Рябова пишет: Андрей, так сильно хочу любить персонального мужчину. Получится ли встретить своего единственного в этом году? Мне, как эзотерику, неприятно читать такой текст. Объясню почему. Что с вами? У нас сегодня на нашем сайте Дуйко Гуру присутствует огромное количество семинаров. Один из этих семинаров – это привлечение в жизнь любимого человека. Там я обычно говорю, что если ты выполняешь данные практики, то твой любимый человек появится у тебя очень быстро. Получится ли?
Получится, если это все выполнять, получится. Ни одного случая не было, чтобы кто-то что-то делал и не получилось. Ни одного человека не было еще, чтобы делали долго что-то и не получилось вообще. В этом году нужно делать, и значит с утра до ночи, появится в этом году. Будете делать не с утра до ночи, появится на следующий год. И невозможное возможно, если верить в чудеса. Даже бабушки, там, 78-летние, одноногие, одноглазые, с катарактой, необходимая операция, делая такие практики этого семинара, повыходили замуж, понимаете, за молодых. После прохождения первой ступени приснился яркий сон о том, что я должен вам много денег. Что это означает? Прохожу у вас вторую ступень, нравится. Ровным счетом ничего. Скажите, есть ли эзотерические методы для привлечения эффективных, в смысле многоприбыльных клиентов? Да, данный семинар есть. Он называется семинар, последний семинар, как назывался у нас? Оккультные методы привлечения в жизнь счастья и богатства. Там есть такой обряд, когда я говорю о том, что человек должен представлять, будто он поднимается там в небо и там еще что-то. Проходите, он $20 стоит или $10 даже, и сможете очень эффективно привлечь особенно богатых клиентов. При лечении заклинаниями можно ли сразу ими лечить одновременно нескольких членов семьи? Нет. Только по одному. Для того, чтобы лечить всех сразу, нужно знать, как подключаться ко всем сразу. А для того, чтобы подключиться ко всем сразу, нужно закончить 7-ю ступень. Там есть тотем. К людям можно подключаться, к многим, только через тотем. А так напрямую отрабатывать не получится, ничего не выйдет. Те люди, которые начинают работать со всеми одновременно без тотема, плохо делают, потому что они напрямую забирают эти болезни и после этого очень плохо чувствуют себя. Хочу спросить, какая концепция или идеология эзотерической школы Кайлас? Эзотерическая концепция и идеология у эзотерической школы Кайлас звучит так. Жизнь устроена по принципу выбора добровольного. Этот выбор добровольный выглядит так. Либо ты страдаешь, либо ты начинаешь получать удовольствие. Почему? Дело в том, что любое наслаждение, любая радость, она сводится всегда к слову удовольствие. Вот смотрите, радость приносит то, что я покушал. Согласны? Когда я кушаю, это удовольствие. Там, любимая родила ребенка, это все равно радость, а по-другому удовольствие. Я поспал хорошо, это радость, по-другому удовольствие. У меня получается бизнес, это радость, по-другому удовольствие. То есть все абсолютно добро, оно сходится только в одну концепцию, получает жизнь и удовольствие. Естественно, у человека сразу же появляется идея такая: я хочу получать от жизни удовольствие. И тогда человек говорит: я бы хотел это делать. Но как же человек может получать от жизни удовольствие, если до этого его все время обучали исключительно страдать? Вот, допустим, моя мама, она жила жизнью несчастливой. И ее научили радоваться, ее никогда не учили радоваться. То есть в ее жизни не было смеха. Она не радовалась в тот момент, и она была маленькая, и у нее не было счастливой жизни. Она все время плакала, все время от кого-то убегала, ее все время кто-то притеснял, унижал, обижал. И она перестала радоваться и не научилась. И потом, когда такая радость начала появляться, из-за того, что она научилась только от радости плакать, потому что это единственное, что она научилась делать очень хорошо, то в ее жизни это начало проявляться очень сильно. Я помню, когда я приехал, и она увидела первый раз там моих там деток, то она плакала. Я говорю: мама, почему плачете? Она говорит: я плачу просто от счастья. Почему она плакала? Я знаю, почему она плакала. Потому что я бы улыбался и обнимал, потому что меня жизнь научила от хорошей жизни так реагировать на эти события. А ее не научила, она научилась плакать. Это были слезы счастья. Таким образом, человека необходимо научить, понимаете, его необходимо научить, и что же я могу научить, или как я могу научить человека? Я могу научить его методом, как можно сделать так, чтобы научиться видеть по-настоящему настоящую радость. Удивляться, как можно удивляться, это психологические
это эзотерические методы, которые могут помочь человеку жить более качественно, переориентировав себя на более позитивное мировосприятие. Таким образом, это позитивное мировосприятие и является основной философией. То есть основная концепция – получай от жизни удовольствие. Основная философия – это то, что дается в виде вот этих инструментов, которые можно использовать и по-настоящему получать. То есть это мои объяснения, каким образом это достигается. Как же можно, допустим, получать удовольствие от жизни, если каждый день рядом с тобой просыпаются близкие, которые требуют от тебя, чтобы ты страдал. Ну вот я объясняю в ходе философии своей, как это можно изменить. Вы представляете? Интересно ли это? Ну, многим интересно. Мне 43 года, не складывается личная жизнь. Мужчины меня рассматривают только как сексуальный объект. Это программа уже. И отношения со мной развивать не хотят. Здоровье ухудшается, проблемы с позвоночником начались. Еще климакс становится злюкой. Одна с жилищными проблемами, стараюсь работать. Никак не могу выйти на белую полосу в жизни. Помогите вырваться из замкнутого круга. Наташа, вам поможет мой семинар, который называется «Оккультное приобретение счастья в жизни». Дело в том, что там я рассказываю о построении ментальных сетей, в которые попадается человек. И даю очень быстрый и эффективный метод, как можно очень быстро вырваться из таких ментальных сетей. Вы, даже если очень сильно захотите, то не выйдете замуж, скорее всего. И это не связано ни со мной, ни с черной и белой полосой. Это, скорее всего, связано с тем, что у вас поставлена предварительно программа, в которую вы искренне верите. И вам нужно только 3 слова для того, чтобы эту программу разрушить. Купите за $20 семинар. Не думайте, что мне некогда или я не хочу рассказать. Это просто достаточно такая большая тема, она займет очень много времени. Он $10 стоит. Это же не те деньги. Вот смотрите, сколько ты готов заплатить для того, чтобы быть счастливым человеком? И человек говорит, я готов на все в жизни. Ну заплати $10 и реши все вопросы своей жизненной. Мне нравятся очень люди такие, которые лежат на диване с бутылкой пива. Они лежат на диване с бутылкой пива и читают в интернете. Написано, хочешь получать, ты с нами будешь получать $1000. Хочешь это? Он, да. Тебе не придется ничего делать, ты хочешь этого? Да. Но тогда ты должен встать с дивана. Снова развод. Снова какой-то развод, понимаете? Снова какой-то развод, потому что есть очень хорошая пословица, их много. Без труда не вытянешь рыбку из пруда, с трудом не подмажешь, не поедешь. Ну и там очень много таких есть пословиц, которые говорят о значимости какого-либо действия. С моей стороны, я все сделал для того, чтобы этот семинар появился. Я заплатил $1000 человеку, чтобы он это снял. Провел этот семинар перед людьми. Теперь он лежит в бесплатном доступе. До этого я долго трудился для того, чтобы сделать эти все оккультные обряды и научить работать с ними людей. И после этого человек говорит, научите меня этому сейчас. Ну зачем, во-первых, как объяснить, почему я это должен, мне непонятно, знаете. Но у вас там судьба, я должен вас пожалеть, зачем вы для меня чужой человек, я вас совершенно не знаю. А если вы завтра, допустим, начнете против меня плохое что-то говорить, еще и бесплатно, знаете, без объяснений просто. Моя дочь Ирина через год заканчивает школу, не может выбрать направление для деятельности. Пусть становится архитектором, у нее будет это получаться. Никак не могу пробиться на одно предприятие, смогу ли это сделать и что нужно сделать. Я знаю, что нужно сделать. Придите к заму директора и дайте ему денег. Тогда пробьетесь. Нет ни одного предприятия, где бы не было зама. Там, где есть зам, всегда есть как прийти к директору. Понятно? То есть там дело только практики. Меня нанимаете за большую сумму денег, оплачиваете, я еду и договариваюсь за полчаса. Просто за полчаса. Вообще... В любую дверь. Какое вам нужно из украинских министерств? Мне платите деньги, я захожу в любое министерство.
внутренней промышленности, закрытая там СБУ, хотите там какие там к народным депутатам, пишите, какие вам нужны. С завтрашнего дня я у них буду сидеть вот так, как перед вами сейчас, к любому человеку. Если бы был в России, аналогично можно было бы сделать то же самое. То есть, если человек доступен, к нему можно прийти, я бы обязательно это сделал. Как? Пришел бы в приемную, оставил бы для него презент, в этом презенте бы написал свой телефон и попросил бы, написал, что это для вас важнее, чем для меня. Он бы сам позвонил. Почему? Страшно. Почему? Мало ли что там у людей на уме. Вообще существует, почему я это все знаю? У меня есть опыт. Какой опыт? Я обучался этому. У меня специально были образовательные курсы, я их проходил. Почему так произошло? Вот Оксана знает, я когда-то жил в городе Харькове и начал очень хорошо зарабатывать. Начал делать свою сеть ювелирную, начал продавать очень хорошо достаточно украшения на большие суммы денег. И у меня стал вопрос, куда эти деньги тратить? Скопил 30 тысяч долларов. После этого нужно было что-то делать, и я поехал на семинар, его проводил очень знаменитый миллионер. Его семинар назывался тогда, он стоил этот семинар 1000 долларов, и его семинар назывался «Прорыв». То есть он говорил о том, как прорваться и стать миллионером, как он. При этом он прикладывал чек о своих доходах на протяжении года, который он задекларировал в Америке. И там было написано, у него был чек, где было написано 100 миллионов долларов на его личном счете. И вот он с охраной приехал и начал, очень много людей было. И одна из особенностей этого семинара заключалась в том, что каждый человек имел право задать этому человеку прямо через микрофон, как вы мне задаете, один вопрос. Мой вопрос звучал таким образом. Я стал возле микрофона и спросил у него, скажите, куда я должен вложить 30 тысяч долларов для того, чтобы в моей жизни произошел прорыв? После этого он мне ответил, он сказал, вложите эту сумму денег в свое образование, тогда в вашей жизни произойдет прорыв. Я говорю, а что, в какое образование? Он мне сказал буквально, без разницы, изучайте все. После этого я жил на улице в самом центре города Харькова, а рядом находился дом такой, называется училище какое-то там автотранспортное. В этом училище автотранспортном каждую неделю проходили какие-то семинары платные, они были недорогие. После этого я нигде не работал, а начинал проходить транспортную логистику, складскую логистику, бухгалтерский учет, дальше брокерские там какие-то там социальное программирование, психологов, проходил раковых гандапасов тогда и там кучу всего. Вот кто туда приезжал, мне сразу же девочки звонили и говорили, Андрей, сейчас будут курсы там, а это еще что такое, там космогония, а это еще что такое. И после этого я сказал себе, что я деньги вложу и вот во что только можно. И проходил курсы интернет-технологий, SEO-оптимизации, это вот всего, что только можно. А теперь у меня с этим нет проблем. И если там вот очень много денег было вложено для того, чтобы ознакомиться с курсами по маркетологии. Я разбираюсь, что такое произведение, там, я понимаю, что такое процесс, я понимаю, какой должен быть сленг, я понимаю, что такое слова, я знаю, что такое реклама, как ее развивать. И я потому что этому обучался, причем обучался у одних из самых лучших людей. Если бы я сейчас этим не занимался, я бы открывал рекламную кампанию и 100% уверен, чтобы она могла быть хорошей. Я понимаю, когда нужно создать бумажки, а когда нужно создать не бумажки. Понимаете, почему? Меня научили. Я понимаю, что я должен продавать в итоге, я понимаю, к чему я стремлюсь. У меня за плечами пройденные семинары, которые звучат так: стратегическое планирование в бизнесе, критический бухгалтерский учет, закрытие предприятий. Я это все понимаю, как сделать, представляете? Что же теперь, допустим, если у меня вот не даст, допустим, обмануть вас, да, вот Евгений, и когда, допустим, Женя со мной разговаривает о чем-то, что связано там с компьютерными технологиями, то я в этом ориентируюсь и могу что-то тоже сказать. Было такое, Женя? Можешь сказать, что я тоже в этом разбираюсь? Он меня не слышит.
Естественно, когда там с маркетологами я общаюсь, маркетолог говорит мне, а давайте сделаем так. А я говорю, а мне так не нравится. Почему? Потому что мы не хотим продавать, допустим, один препарат, а хотим продавать больше, как одну компанию. И, естественно, у меня, опираясь на эти знания, появляются вновь и вновь какие-либо идеи. Правильно? Почему? Потому что человек, который хочет что-то начать делать, он должен прямо кардинально поменять свое восприятие и должен каждый день многократно развиваться. Вот это саморазвитие, я его считаю одной из самых важных и ярких концепций человека. Почему я уважаю президента Америки, Дональда Трампа? Потому что он на инаугурации своей сказал, что две вещи, которые он сделал в жизни, полностью сделали его президентом этой страны. Первая вещь, он все посвящал своей семье и сделал это для своей семьи. И второе, поэтому он с собой взял прямо на инаугурацию своего собственного сына. Неплохо, да? И второе, не любовницу, там, знаете, там, баскетболистку или гимнастку или так далее, а взял своего собственного сына. И после этого второе, что он сказал, что всему я обязан своему собственному самообразованию. Понятно? То есть этот человек, он все время самообразовывался. Но ему не нужно было самообразованием заниматься. Почему? Потому что его отец после смерти своей оставил ему огромный капитал в виде нескольких десятков миллионов долларов. Но один бы мужчина это бы все профукал, а другой выстроил целую империю. Конечно, можно сказать, Андрей Андреевич, если бы у меня было 10 миллионов долларов США, вот это бы я там разошлась бы, да, я бы столько всего сделала. Вы ошибаетесь. Много таких людей есть, которые говорят, вот если бы у меня были деньги, ничего подобного. Если у тебя нет денег, ты без денег можешь сделать все, что угодно, если есть знания. А вот без знаний даже наличие денег приведет тебя к тому, что ты обвалишь все и ничего в жизни не получится. Знаете, сколько таких людей я видел в жизни? Тысячи. Тысячи. Когда можно было сделать завод, человек вкладывал деньги в поля какие-то, а там ничего не вырастало. И после этого человек вот так... После отца осталось больше 10 миллионов долларов США, и он их похоронил, и теперь у него даже автомобиля своего нет. Это было в ничто вложено. Продавался завод, который стоил тогда 100 миллионов долларов. Он его продал за 10 миллионов долларов, потому что его продавцы обманули. Хотя все близкие говорили, что он 100 миллионов, и его можно продать. И после того, когда за 100 миллионов не продали, а за 10, то 10 миллионов отдавали 5 лет по чуть-чуть. При этом эти деньги вкладывались каждый год в сельское хозяйство. Ничего не вырастало, пшеница гнила, мука не получалась, трактора ломались, люди бухали. Он шлялся по проституткам, с женой разводился, сходился, нарожал 50 там, детей, знаете. В итоге этот сейчас человек, у него там плохое самочувствие, этому человеку 42 года, у него нету недвижимости, у него автомобиля нету, и жена с ним жить не хочет. Итог. Можно сказать, что этот человек, можно сказать, это единичный случай. Нет, их тысячи этих случаев, тысячи. Говорят даже в пословице, что лучше с дураком приобрести, чем с таким вот умным. Лучше с дураком потерять, чем вот с таким умным приобрести, знаете. Почему? С таким умным так можно приобрести, что потом отдавать будешь веками. Почему? А вот когда с ним разговаривал, с этим парнем, он все время такой умный был, прямо я имени меня в честь меня, и это, да что ты говоришь, и это, и вот так, и это. У меня недавно была встреча с человеком, который начал заниматься банковской деятельностью. Он говорит, да у меня банк и такой, и мы вот это делаем, и вот это. Я говорю, а сколько у вас отделений? У нас отделений 5. А сколько вы на рынке Украины? Мы на рынке Украины 20 лет. Ну послушайте, на рынке Украины Приватбанк находится 20 лет. У него около 160 тысяч отделений. А вы 20 лет вместе с Приватбанком, у вас 5 отделений. Вы смешные. Он говорит, ну так что, мне просто отделение надо было открывать. А я при чем? Но вы не представляете, у Приватбанка там евреи вкладывали, найти объяснение своей неудачности может каждый человек. Понимаете, как люди обычно и делают, знаете, ой, у меня ничего не получается, кто виноват? Природа, Бог, родители, капиталисты, коммунисты, капиталисты, сейчас можно говорить там народ России, народ Украины, там война, там еще что-то, знаете. А я могу сказать, никто не виноват ни в чем.
Виноваты вы. Почему? Потому что нужно было быть специалистом. Я не лезу в торговлю пшеницей. Почему? Я в этом ничего не понимаю. Но если бы я лез, то я бы, наверное, начал с обучения того, что там вообще можно делать. Правильно? А я не лезу. Почему? Я в этом ничего не понимаю. Вот я сейчас хотел привезти там определенный товар из Китая на сумму $200 000. Хотел сделать закупку. После этого как я шел? Я взял Google, взял Яндекс и начал искать поиск ключевых слов, который звучал так. Там куплю и дальше тот товар, который нужен. И оказалось, что этого товара спрос большой, а предложений 0. То есть каждый день, каждый месяц, вернее, такой товар на территории Украины только в Киеве хотят покупать 14 тысяч человек. А он не дешевый. А на всей Украине около 140 тысяч. А если еще подключить Казахстан и Россию, то около 1 миллиона человек хотят. А после этого ищешь вот этот товар, его нет. Почему? Потому что китайская компания, которая выпускает этот товар, его продает на сумму, начиная от 150 тысяч долларов. Конечно же, никто не хочет рисковать. А если написать, у меня есть этот товар, то его по чуть-чуть у меня выкупят. Представляете? Умный шаг. Умный. Видите? Тогда можно сказать, что любые знания, полученные человеком за деньги, выдвигают его на ступеньку выше, чем он был. Гипотетически можно сказать, но с одной стороны да, а с другой стороны нет. Почему? Объясню. Дело в том, что это особенность нашего человеческого сознания. Каждый человек может сделать вывод после того, когда он что-либо изучил, а может сделать это в виде просто прохождения курсов. Можно ли сказать, что на ступеньку выше или на ступеньку ниже над людьми? Над людьми, скорее всего, нет. А вот на ступеньку перед собственной реализацией, скорее всего, сможет поднять. Вот смотрите, здесь очень такая полемика. Я же не говорю над ступеньку выше людей. Дело в том, что это не жизнь наша, это не конкуренция на ступеньке выше между другими людьми или ниже между какими-то еще. Наверное, среди неспециалистов он поднимется на ступеньку выше и будет выше специалистом, чем кто-то. Вот смотрите, скорее всего, человек, который изучил психологию Фрейда, скорее всего, будет на ступеньку выше, чем тот человек, кто получил образование психологическое и прочитал, еще не прочитал Фрейда. Но, наверное, кто-то сможет прочитать Фрейда и Юнга, а также там Диффербахера или там Райха, Росси, еще кого-нибудь, там каких-нибудь там Джона Леонардо. И после этого этот человек будет говорить, что я практически, наверное, там яркий специалист в области психологии. Наверное, кто-то пройдет еще дианетику и будет использовать какие-то механизмы там клинирования или там восхождения, поднятия тонов, как в дианетике. И после этого этот человек, наверное, скажет, что я разбираюсь, потому что у меня есть большое количество инструментов, понимаете. Естественно, может ли человек, у которого больше инструментов, быть конкурентоспособным с таким же типом специалистов, у которых меньше инструментов? Конечно, вы сейчас это доказать можете себе. Вы пойдете к стоматологу, у которого ультразвуковой аппарат, который сверлит зубы, и который за 1 секунду может туда пломбу поставить. Или пойдете, как в советское время, где час пилят ваши зубы и ставят мышьяк, чтобы вы пришли спустя 10 дней. Наверное, вы пойдете к хорошему специалисту, у которого больше знаний и больше инструментов. Правильно, да? Можно ли сказать, что тот человек, который делает хорошие пломбы и хорошим оборудованием пользуется, он выше немножечко на ступеньке, чем те специалисты такого же уровня, которые не имеют такого инструмента? Естественно. Постоянно снится отчий дом. Жила в деревне, дома нет. В детстве испытывала страх, находясь в доме одна. Скажите, пожалуйста, что это значило? Как можно было избавиться от этого чувства? Если страх в доме возникает, это говорит о том, что где-то под домом есть яма. Поэтому для того, чтобы страха не возникало, нужно было полы снять и яму закопать. Вот и все. Обычно дети чувствуют яму, особенно в случае, если под домом гуляют сквозняки. Вот если под домом яма и сквозняки, у всех детей появляется страх.
Поэтому я очень часто говорю такие слова. В случае, если у вас частный дом, то вам подвал там не нужен. Я вообще считаю, дома с подвалом это очень плохо для тех, кто живет в таком доме. Представляете? Я считаю, что дом с подвалом, если у вас дом и там где-то есть подвал, и вы туда спускаете, что-то ложите, то не делайте так. Потому что если растут маленькие дети, то у них будут плохое самочувствие. Также, если есть подвалы, то у людей постоянно появляются истерики, желание там нервничать и так далее. Полости, которые есть под домом, их обязательно нужно все закрывать. Там должна быть земля. Пустоты под домом не допускается никакой. Всегда чем-то надо заполнять. Пустота – это значит беспокойство характера. Работаю в органах. Отлично. В России. Стоит ли продолжать в том же направлении при переезде в другой город или найти другое? В развое дочь собирается поступать в Москву или СПБ. В том месте, где вы собираетесь работать, где вы сейчас работаете в органах, у вас будет все получаться. Если будете при переезде работать в том же направлении в органах, будет плохо вам. Плохо. Дочь собирается поступать, искать что-то другое, пробуйте, конечно, но той яркости, которая у вас сейчас есть, хотя ее нельзя назвать яркостью, уже такой яркости не будет, будет чуть-чуть хуже. Будет ли дочь обучаться, где ей учиться, в Москве или в Санкт-Петербурге? Лучше в Санкт-Петербурге учиться. Стоит ли сына отправлять в Польшу, на какую специальность? Отправляйте сына на специальность, называется технология изготовления пищи. Как это называется по-другому? Технолог изготовления пищи. Технолог изготовления пищи в институт. То есть это промышленное изготовление продуктов питания. Очень хорошо. Будет вам очень благодарен. Мы каждое утро посвящаем тотему и РТЕ свои действия. То, что отдавать вечером нашим тотемам. Или наши тотемы, как и мы, подключены к тотему РТЕ. Нет, ваши тотемы подключены к вам. Самообучаюсь интернет-бизнесу, учусь делать рекламу, ролики, партнерка. Смогу я на этом поприще достичь успеха? Не было еще ни одного человека, который бы не достиг какого-либо успеха, обучаясь и продвигая этому. Добрый день. С огромной благодарностью, пожалуйста, можно ли эзотерическими методами снять у подростка зависимость от видеоигр и каким методом? Я могу сказать, как это снимается. Даете возможность ребенку беспрепятственно играть, сколько он хочет, но при этом обязательно утром будете. Понятно? Что угодно, пусть делает сколько хочет, но обязательно утром будете. Просто заходите и будете. Говорите, я не противник, играй сколько захочешь, но каждое утро в 9 утра поднимайте этого человека. Поднимайте, говорите, сегодня идем на базар, идем на улицу, или ты будешь мне помогать там, и так далее. Вот если вы будете это делать, то он не будет сидеть за компьютером. Если вы ищете возможности не давать ему это, то тогда он будет прятаться и делать. Человек должен наесться, он должен получить удовлетворение. Когда он получит удовлетворение, будет неинтересно. Я своим детям полностью разрешил. Они начали играть и после этого наигрались и все. У детей нету постоянства. Когда они играются, они наигрываются и после этого это уже не нравится. Женя, а ты играл в видеоигры? Но если бы кто-то запрещал, то хотелось бы сильнее играть. А так никто же не запрещал. Ну и потом надоело просто. Обычно так и бывает, что человеку, когда запрещают, он хочет прятаться, играть и так далее. А когда вот так вот рукой машешь, то тогда главное утром поднимать. Потому что они сидят по ночам, утром приходите в 9, поднимаете, после этого мозг начинает работать так. Все, хватит, надо выключать. Почему? Мама снова утром разбудит. Можно не будить, можно подходить просто и учиться играть на саксофоне. Почему у меня такая ситуация была? Не хотела группа людей вставать, а мне было неудобно этих людей будить. Ну и там валялся саксофон, где это все было. Я утром брал саксофон, находясь в своей комнате, пробовал на нем учиться громко играть. И все вообще, потом они просыпались, стучали.
я не открывал и так далее. Очень-очень удобно. Очень рекомендую. Смотрю ваши семинары, очень нравится, а муж бесится, вы ему не нравитесь. Вот, правильно. Что можно сделать, чтобы он как-то смягчился к вам? Я могу сказать, что нужно делать. Не смотреть мои семинары. Говорю это серьезно, не нужно. Если семинары мешают одному из членов семьи чувствовать состояние комфорта, то это нужно прекратить. Правда. Вы прекратите, а он потом из-за интереса начнет залазить и смотреть, что же это за Дуйко. Не было еще ни одного человека, которого бы я не затянул к себе. Понимаете, стоит только начать, и это засасывает, как трясина. А? Понимаете, поэтому все равно он когда-то кликнет. Я обычно говорю, что семинаров много, распространения много, все равно кто-то кликнет, и все равно кто-то обязательно будет это смотреть. И это не делается, это как удовлетворить себя. Человек курит сигареты и постоянно получает неудовлетворение, поэтому ему хочется вновь и вновь курить. Естественно, точно так же у человека. Он будет всегда в поиске, поэтому сначала появляется Дуйко. Если выключить Дуйко, там появится Печев. Выключите этого Печева, появится Полиенко или там Ковалев или еще кто-либо. Там Довлатов. Естественно, когда это все вот таким образом идет, то во всяком случае Дуйко хотя бы безопасный, знаете, хотя бы хоть немножечко честный, знаете. Ну, хотя я не обвиняю всех остальных. Ну, я ни при чем. Они со своей жизнью, я со своей. Хотя уже обвинил, да? Ученица школы Кайлас. С огромной благодарностью. Пожалуйста, подскажите, можно ли эзотерическими методами снять с подростка зависимость от видеоигр? Можно снять с ребенка зависимость от видеоигр. Напишите мне, я напишу обряд. Неожиданно и удивительно, но таки работает. Так, Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, получится ли у нас в следующем году купить себе жилье или еще снимать придется? Спасибо. И кто-то пишет, неожиданно и удивительно, но таки работает, спасибо. Денежка на карточку пришла уже, я не знаю, что вы пишете. С мужем решили поменять место жительства, идут препятствия, другой город не идет. Очень большое желание переехать, что нас тормозит? Мужу предлагают совместный бизнес, стоит соглашаться? Нет, не стоит соглашаться на совместный бизнес, вас обманут. Поэтому и препятствия, скорее всего. На следующий год ему поступать. Использовать семинарами, пользоваться для поступления в институт. Хочет стать врачом. Правильно ли он выбрал свое направление? Я хочу вам посоветовать. Если человек хочет стать врачом, то он не должен начинать с института, он должен начинать с училища. Я говорю это серьезно. Я понимаю, что это где-то режет сейчас, но настоящие врачи начинаются не с института, они начинаются, наверное, с училища. Если сейчас ребенок, вот если он без училища будет поступать, вам придется заплатить очень большие суммы при поступлении. А также там будет такая нагрузка, он просто не сможет учиться. Должна быть память, как у Эйнштейна, понимаете? А в случае, если сейчас дать ему училище, то в училище это будет более мягким путем. После училища можно ему давать, чтобы он поступил. Не бойтесь, он время не потеряет. После училища, наоборот, его возьмут уже на 3-й курс мединститута, и он там будет цениться, а также можно будет поступить уже без денег, потому что обычно училища работают на кафедре институтов все равно. Моя внучка заканчивает 2 института, торгово-экономический, юридический. По какой специальности? По торгово-экономической. Сын хочет, чтобы учился в Суворовском. Можно? Можно. Мой муж за границей год не отвечает на звонки. У него все хорошо. У него все хорошо, не хочет с вами жить. Живет уже с дамой. Мне 15 лет, перешла в 9 класс. Помогите, пожалуйста, определиться с будущей профессией. Ну вот, будете в 10 классе и обращайтесь. Совершенно нет желания идти в школу. Есть ли у вас семинар увеличения желания идти в школу? Нету желания идти в школу, потому что школа – это бессмысленная трата времени. Когда мой сын сейчас будет расти, моего сына зовут Святослав,
Когда Святослав будет расти, он будет максимально учиться до 6 класса. При этом вот сейчас уже со 2 класса он будет получать специальную информацию, в которой его будут обучать, как продвигать в интернете бизнес, как делать интернет-магазины, что такое CMS, что такое UMC, что такое CRM, что такое MCC. То есть его будут обучать RCC и так далее. Как делать вот поисковые, как искать, как анализировать, как правильно применять, как открывать и как заниматься продвижением бизнеса в интернете. И он этим будет заниматься со 2 класса. Скажите, нужно ли ему еще дополнительное образование? Зачем? Я его научу всему, что можно делать в интернете. Дизайну, он будет проходить курсы дизайнеров в интернете, веб-дизайну, написание статей. Ну вот все, что с этим связано. То есть этот человек будет разбираться в этом всем. Естественно, лишняя информация, которая нужна будет ему, она будет получена до 5 класса. Плюс я буду видеть, у этого человека появилось желание изучать химию или появилось желание изучать физику. Если появилось, скорее всего, дополнительные курсы ему будут организованы на фоне дополнительных вот таких школ химии там, или физики, которые можно сейчас проходить. Понимаете? Не будет учиться ни в училище, ни в институте, ни в техникуме. Я считаю, это лишняя трата времени, и я могу это доказать на примере своих детей. Я могу даже говорить об этом, что до возраста 16 лет сейчас человек может, не тратя время на школу, зарабатывать деньги больше, чем большое количество людей, которые этим занимаются и тратят на это время. Я считаю, это бесконечная, непонятная и ненужная совершенно трата времени. Этот социум, в котором они живут, он обучает людей быть теми преподавателями, которые их обучают в школе. А они очень плохо зарабатывают, обычно очень больные люди, и обычно это люди, у которых плохо еще и с психикой. Ну нет, конечно же, не у всех. Но, естественно, я могу сказать, что это не место, где можно вырастить гениального человека, или это не место, где можно вырастить человека, который бы мог очень хорошо быть специалистом в какой-то области. Зачем у ребенка забирать такую возможность? И зачем ему каша в голове из той информации, которая каждый год повторяется? Приходим в 4 класс, повторяем все, что изучили в 3 классе. Приходим в 5 класс, полгода изучаем то, что... Зачем это все? Зачем? Я могу сказать вам, что вся школьная программа, она может уместиться в 3 года образовательных курсов. В 3 года. Не нужно так тяжело к этому относиться. Что-то учат, что учат, это вообще никому не нужная информация. Это информация, которую не знают сами преподаватели. Берем историка, убираем книжки, заставляем его сказать дату, он этого не знает. Берем математика, заставляем его, чтобы он рассказывал эти теоремы, формулы, он в этом ничего не понимает. Понимаете? Кому это нужно? Они сами не понимают, детям дают, дети не понимают. После этого говорят, почему дети не понимают? Потому что ты сам не можешь объяснить. Сменила род деятельности. Правильно ли? Да, правильно. Скажите, пожалуйста, кто у меня родится, мальчик или девочка? На УЗИ скажут. Майя. Кто родится у Майи, мальчик или девочка? Вот Майя стоит, и она держит мальчика. А скажите нам потом, мальчика или девочку. Я думаю, мальчик. Давайте на $100. Сейчас у меня увлечение карты Таро. Скажите, у меня получится делать это профессионально? Не было еще ни одного человека, кто бы научился. Вы должны сказать себе, подойти к зеркалу и сказать, насколько я авантюрна. Вот если у вас есть в глазах авантюризм, и вы создаете такой внешний вид, как будто вы человек тайна, все, вы 100% человек Таро. Таро. То есть побольше ногти черного цвета, страшное лицо какое-нибудь, бородавку можно наклеить в центр лба. И все, и после этого там, да, бородавку на нос, знаете, и после этого садитесь за красивый стол, темное помещение, делайте жуткий голос, накуривайте много, и после этого делайте гадания. Антуража побольше, там, чтобы не предугадали, все будет получаться. Обычно покупается на реалити-шоу, то есть человек приходит, и ему важно какое-то реалити-шоу, ему предсказывает, оно все равно попадает. А Таро, оно без человека все равно предсказывает судьбу. Майя, кстати, поздравляю. Андрей Андреевич, подскажите,
что читаю заклинание полного умирания всех страданий в день 108 раз. Как мантру, это верно? Ну, тоже неплохо, знаете. Получится ли у нас в следующем году купить себе жилье, еще и снимать придется? Будете еще снимать, не получится. Эх, как бы хотелось наоборот. Моего сына Андрея 2 года назад уволили из милиции. До сих пор не может найти себе работу. Подскажите, чем ему лучше заниматься? Нужно сказать, какой специалист и в какой области милиционер. Знаете, вот в какой специалист, вот в какой области милиционер является специалистом? Ну, конечно, юристом он должен быть, наверное. В какой отрасли? Юриспруденция, охранная, организация охранного предприятия. Не знаю, личным охранником можно работать, сыскное агентство можно податься. Миндау Газ Стравинскас спрашивает, что оно такое подсознание? Ага, итак. Откуда взялось вообще понятие подсознания? В свое время пытались лечить людей от разных заболеваний, особенно психических. И находились психологи, особенно немецкой школы психологии, которые говорили, что, скорее всего, проблема у человека возникает в тот момент, когда у него появляется трагедия или драма, которая является причиной вот этого вторичного эффекта. То есть объяснение было такое: у человека шизофрения, и из-за того, что, значит, было какое-то событие, которое было ранее, как бы гештальт, вот это событие, которое было ранее, оно и привело человека к тому, что у него появилась шизофрения. После этого появилось большое количество течений Фрейда, течений Юнга, которые не были физиологами, которые пытались сказать, что это, скорее всего, из-за причин, следственных связей, поэтому не было бы таких причин, не было бы вот таких связей и так далее. После этого появилась такая идея: а что, если мы уберем у человека память? То есть уколем его инсулином, там, будем капать или там, будем каким-то образом делать операции, чтобы вызвать у человека амнезию. Ведь амнезия, она сотрет память прошлого, и тогда у него сотрется страдание настоящего. Таким образом, убрав у него прошлое, мы сможем убрать у него настоящее. Таким образом, вызвав у него беспрецедентное появление отсутствующей памяти или амнезию, их там душили, их там кололи чем-то, вводили наркотики, делали операцию по удалению там лобных частей, долей мозга. И после этого у людей появлялась амнезия, травмировали их специально. И получается, что у людей амнезия появлялась, они переставали о чем-то помнить, но шизофрения не исчезала. И тогда было сказано, что, скорее всего, первопричины накапливаются не в мозге, они накапливаются в какой-то доле мозга, которая связана с подсознанием. Так вот, я вам хочу сказать, мозг доказать можно. Где накапливается это, доказать можно. Первопричина не может являться источником проблем. Физиология может являться источником проблем, а подсознание полная чушь. Я считаю, что такого, конечно, выскочка Дуйко говорит о подсознании, что это полная чушь. Я могу вам сказать даже больше. Я считаю, что подсознание или роль подсознания чрезвычайно преувеличена. Также я могу сказать, что я не верю в то, что существуют методы работы с подсознанием, при котором человеку можно что-либо изменить. Я исследовал эту тематику и могу сказать, что это полная ерунда. Конечно же, как я в свое время говорил, что рейки полная ерунда, знаете, тем самым оскорбил огромное количество людей, то сейчас оскорбил людей, которые зарабатывают деньги на том, что там через подсознание открывают каналы, там миры смотрят и так далее. Я считаю это полной чушью. Конечно же, я не противник этого. Если у кого-то получается обманывать людей на том, что они говорят, что подсознание существует, я вам там открою, проветрю, там буду работать и так далее, ну это их дело, знаете. Я знаю, что существует тысячи механизмов, гипноз и так далее, но никто не может доказать, что это влияет на подсознание. Это влияет на формирование синаптических связей через дендритно-аксоновые связи. Я считаю, что в этом участвует дофамин, я считаю, что участвует там ацетилхолин, я считаю, что в этом участвует там, ну, возможно,
адреналин, понимаете. Я считаю, что это более физиологические процессы. Но я не считаю, что эти скорее всего, там кора продолговатого мозга и так далее. Но я не считаю, что это можно называть подсознанием. Не считаю. Совсем не считаю. Я считаю, что это обобщенное название чего попало, понимаете. Это как говорить цвета. А на самом деле считает, что цвета это и цветы, и это цвет крыши, и это и цвет неба, и цвет глаз, и это все цвета. То же самое с этим подсознанием. Намешали до кучу всего. И после этого вот как с любовью. Вот это любовь. А что это такое, объяснить? Я жду квартиру 13 лет. В этом году я получу свою квартиру. Фатум. Нет, не получите. А знаете, что обозначает фатум? Фатум это судьба. Причем такая не лучшая. Зря вы так себя назвали, фатум. Не получается завести серьезные отношения с мужчинами. Всех интересует, только ответил. Опоздала и пропустила начало. Скажите, пройти посвящение сегодня получите? Дебиторская задолженность, стоит ли заниматься по ее взысканию? Да нет, не стоит. В чем мне лучше развиваться, шитье или массажное направление? Шитье. Продадим мы дом в августе? Нет, аж к ноябрю продадите. Живу в Италии, но хотелось бы заняться чем-то еще. Увеличение прибыли. Не могу определиться. Прошу вас написать отдельный семинар по правильному воспитанию детей, чтобы у нас в жизни было. Стараюсь строить отношения с дочерью 17 лет по вашим рекомендациям. Надеюсь, все делаю правильно. Самое важное, чем мы можем помочь своим детям, это то, что мы для них делаем. Что мы для них делаем? Помогаем им расти здоровыми и помогаем им в случае, если они там болеют и так далее. В тот момент, когда ребенок вырос, то в случае, если вы успешный человек, то вы можете дать совет этому ребенку, как он может реализоваться. Если не успешный, лучше молчите. Пусть выбирает сам. Не может определиться. Как она может определиться быть врачом, если она не знает, как работают врачи? Как она может быть юристом, если она никогда юристом не работала и не видела успешных юристов? Она не может даже продавцом захотеть становиться, потому что она не видела хорошо торгующих продавцов. Естественно, она не может стать ювелиром, потому что у нее не было никогда знакомых знаменитых ювелиров, у которых там большое имущество, которое они заработали на этом поприще. Есть сейчас куча фильмов. Эти фильмы называются «Искусство быть ювелиром», «Искусство быть врачом», «Искусство быть еще кем-то». Дайте ребенку посмотреть, она сама выберет. Понимаете, это же очень несложно сделать. Пусть она выберет, проведите для нее, как мама, проведите для нее лекции, скажите, быть врачом это очень интересно. Давай сходите, посмотрите, как люди в белых халатах людей принимают. Спросите у главврача, зайдите на прием и скажите, дочка хочет в мединститут поступить, но она не может определиться, хочет она быть врачом или нет. Пусть главврач скажет, в чем преимущество его вот такой специфической работы. Но если вы родитель, давай выбирай, кем ты хочешь стать. Никем не хочет стать. Как он может выбрать? Как я могу хотеть мясо, если я его никогда в жизни не ел? Как я могу хотеть сникерс, если я его в жизни не видел? Смотрите, я не ел ни сникерса, ни баунти, ни Марса. И мама моя подходит ко мне и говорит, сынок, что ты больше всего хотел бы выбрать, сникерс, Марс или баунти? Я скажу, это лотерея или как? Ну, если это лотерея, то давайте просто тогда в виде спичек. Вот все достану, то и будет, знаете. А там выбери сам. Как же я выберу, если я ничего в этом не понимаю? Нет физического влечения к мужу. Что делать? Это конец браку? Нет, я считаю, что если нет физического влечения к мужу, это говорит о том, что муж вас не удивляет. Он должен задаться целью и начать вас удивлять. Если у него будет это получаться, то у вас появится влечение. Влечение – это закрытое сердце. Когда сердце закрывается, то это говорит о том, что есть недоверие к этому человеку. То есть вы ему не доверяете. А недоверие возникает, потому что человек имеет обиды. Появляются обиды, появляется недоверие, исчезает влечение. Закрывается сердце, исчезает влечение. Как можно раскрыть? Удивить. Понимаете, удивить чем? Мало ли чем можно удивить, знаете. В жизни можно удивлять и удивлять. Можно удивлять, вывозить женщину куда-нибудь.
Но я не сказал, что вывести ее в подвал, посадить и крышкой накрыть. Это тоже, наверное, удивит. По-доброму удивлять, знаете. Не могу правильно поставить диагноз. Подозревают онкологию. Провели первый курс химиотерапии. На повторном исследовали. Отправили повторный анализ в Питер. Клинику Березина. Подтвердится диагноз или нет? Подтвердится. Подскажите, пожалуйста, на чем я могу начать зарабатывать сейчас в декрете с маленькими детьми? Благодарю. Ну, если у вас есть свободное время, вы можете вышивать, вязать, там, заниматься инкрустированием. Вот у моей сестры есть подруга, которая осталась без возможности жить и начала инкрустировать книги, делать новые переплеты и так далее. И она смогла состояться в этом бизнесе, старить. Она начала продавать в интернете, и она состоялась в этом бизнесе, у нее начало хорошо получаться. Получилось, да? Получилось. У меня есть девочка, которая за детьми смотрела и начала делать интернет-магазин. И начала в интернет-магазине на странице ВКонтакте продавать вещи, которые ей нравятся. Заказывала в Китае, ждала 30 дней. Приезжала вещь, она ее 3 вещи или 5 вещей в разных магазинах, в интернет-магазине заказывала, они приезжали. Она одевала их, фотографировала себя в зеркале и выставляла на своей странице. Сейчас у нее один из самых крупных ресурсов ВКонтакте. На нее работает около 100 человек. Представляете, они возят из Китая вот таким образом, и они продают и одежду, и серебро, и бижутерию, и туфли, и там дольчики разные, там что только не продают. Знаете, у них этого товара очень много. А это начиналось вот именно с этого. Сейчас ничего не мешает. Там нашли интернет-магазин какой-нибудь, который продает в Америке туфли. Скажите, есть ли люди, которые хотят только американские туфли? Саш, ты хочешь американские туфли? И я хочу. Каждый мужчина хочет американские туфли. Оксфорды. Вот сейчас попробуйте купить где-нибудь в Москве американские туфли Оксфорд. Давайте наберем сейчас. Купить в Москве Оксфорд туфли США. Купить в Москве Оксфорд туфли США. Вот в магазине Ла Мода. В магазине Ла Мода можно купить туфли Оксфорд. И можно посмотреть, по какой цене мы купим. Скорее всего, по цене высокой. И скорее всего, это будут не американские туфли. Все, уже не американские, у них Италия тут и так далее. А вот у них МБТ, Оксфорд и США. Купить в Москве. Посмотрим, по какой цене. Вот есть туфли, кроссы МБТ, Амри, Плейн, Тое, Оксфорд из США. Стоимость этих туфлей 9000 рублей. Ужасные они, конечно, понимаете. 9000 рублей. Могу сказать, что скорее всего эти Оксфорд, которые вот здесь вот представлены, имеют китайское происхождение. Почему? Потому что это не американская обувь, к сожалению. Но тем не менее, знаете, это можно продавать вот так. Но зачем я это все вам показываю? Дело в том, что можно же найти по-настоящему американский магазин и купить туфли из Америки, подождать, когда они приедут, и после этого в поисковой системе вбить там, и люди, скорее всего, у вас купят. Просто дорого. Так интересно это все. Ваша ученица, раньше состояние было крайне тяжелое, теперь тяжелое, практически не хожу. София Иванова, свяжитесь со мной в понедельник по скайпу, я вам помогу. После 4 семинаров вижу сон. Кисти белая, на указательных пальцах 3 фаланга, символ ИРТЕ на обеих руках. Подскажите, что бы это значило? Ничего не значило. Это круги вы видите. Сыну 29 лет, женат, скоро будут дети. Ну и зачем мне это говорить, скажите? Я что, вам бабка здесь или что? Ну что, давайте сегодня почитаем какие-нибудь коды. Итак, сегодня я хотел бы с вами попрактиковать чтение каких-нибудь кодов. Каких кодов? Ну, давайте сегодня мы почитаем первый код, который называется «Для достижения цели в жизни». Это код «Я Дживай».
Я Дживай. Каким образом он читается? Я достану четки, вот такие. У нас нету шара. Здесь шара нету. Шара нету у нас. Шара нету. Достану четкие, 108 бусинок. И после этого мы вместе попробуем попрактиковать. Итак, ставим вот так вот ручки и зажжем палочку сейчас, чтобы у нас было чистое пространство. Или почистим пространство. Омахум хахухри, омахум хахри, омахум хри, омахум хри, омахум хри, омахум хри. Омахум хри, омахум хри, омахум хри, омахум хри, омахум хри, омахум хри. Итак, ставим вот так вот ручки и попробуем подышать. Что такое подышать кодом? Это значит произносить один слог на вдохе и второй слог на выдохе. И делать так 108 раз вместе со мной. Еще раз хочу сказать, этот слог, он даст вам достижение вами поставленной цели. Итак, для того, чтобы ваша цель добилась, у вас, допустим, нет квартиры, вы должны сейчас сказать: у меня нет квартиры, я такая дура, что не могу на нее заработать. И у меня нифига в жизни не получается заработать. Но скоро я почитаю данный код, и у меня будет своя персональная квартира. Понятно? А не по-другому. Скоро у меня будет своя квартира. С какой стати она у вас должна появиться? Итак, там не можете, допустим, замуж выйти, скажите себе: я такая страшная, мужчинам не нравлюсь, там нос у меня не такой, живот у меня большой, попа некрасивая, скорее всего еще и амбициозная, и глупая, и мужчины вообще на меня не смотрят, блин. И после этого скажите: ну ничего, сейчас я почитаю код, и мужчины начнут на меня смотреть. Вот так нужно. Итак, вместе со мной для достижения цели. И начинаем. Дживай, 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 Дживай. Дживай, 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 Дживай. Отдыхаем. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдохнули. Продолжаем. Дживай, 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 Отдыхаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И продолжаем. Дживай, 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 Дживай. Отдыхаем. Вы вместо того, чтобы мне задавать вопросы, выполняли бы лучше практики. Вот эти ваши вопросы до одного места. Я с вами практики провожу эзотерические, и это бы могло привести вас к тому, чтобы вам, вашей дочери, квартиру дали, там ребенок бы женился, а вы вместо этого пудрите мне мозги. Вам лень, так вы вообще ничего от этой жизни не возьмете вообще. Дышите со мной, не будьте глупыми людьми. У вас же в жизни не будет такого шанса напрямую со мной позаниматься. Вам же никто никогда ничего не сделает вообще. Что так и будете надеяться там на Аллаха, на Бога, там, на Иисуса Христа вообще. И никогда ничего не произойдет.
Вы лучше перестаньте писать и дышите со мной. Что за чепуху вы пишете? Что с вами? Замуж, не замуж. Сейчас читаем мантру, она звучит так. Код для достижения желаемой цели. За Валеру выйду замуж или не выйду? Дышите. Скажите, я такая тупая, страшная, что Валере не нравлюсь вообще. Потому что у меня там, и найдите, нос не тот, зубы и там глаза не те. Скажите себе правду, но скоро Валере понравлюсь, и вместе со мной я Дживай. Скажите, моя дочка никому не нужна вообще, никто не заботится о том, чтобы дать инвалидам квартиры, никому не нужна. Но скоро появится какой-то кто-нибудь, кто даст, и читайте я Дживай. Да что с вами происходит, люди? Я не буду проводить эти вебинары, потому что мне не надо отвечать на вопросы, выйду я замуж или нет. Зачем же мне это нужно делать, если вы работать не хотите сами собой? Что с вами? У меня душа из-за вас разрывается, и сердце, понимаете? Что за глупость такая человеческая? У вас же не будет возможности с такого уровня эзотериком позаниматься. Не будет. Что с вами? Да что с вами происходит такое? Перестаньте писать чепуху вообще. Давайте живите вместе со мной. Не Дживая, а я Дживай. Что с вами такое вообще? Что это за бесстыдство такое? Хотите позаниматься? Я решил просто потратить свою энергию, с вами поработать. Понимаете? Не должен был это делать. Почему? Много вопросов было для достижения в жизни желаний. У вас их много. Будет квартира, не будет. Работайте, дышите, все будет. А потом снова выйду замуж. Говорите себе, я такая тупая, дурная, страшная, такая гадкая, с плохим запахом, толстая, не нравлюсь ни себе, ни окружающим, с плохим характером, и еще и ничего делать не умею, не готовить, не стирать. Но скоро Валера там начнет ко мне относиться хорошо, и так и быть возьмет замуж. И буду я вот сейчас читать «Я Дживай». Скоро, потому что появится. Тогда появится. Что такое с вами? Это я вас раскачивает, что думаете, вы меня злите? Ха-ха-ха-ха-ха. Душа болит, понимаете? У меня действительно душа болит. Это не сердце, понимаете, это душа. Ведь искренне хочется помочь вам, понимаете? Искренне просто, по-настоящему. Прям хочется. А вы шанса не даете, понимаете? Ну что, я и дальше Дживай. Я Дживай. Я Дживай. Отдыхаем. Давайте я вам скажу что-то. Друзья мои, не совершайте ошибку. Не пишите Андрею Андреевичу Дуйко: Андрей Андреевич, мы вас любим. Я вам объясню почему. Вы совершаете эзотерическую ошибку. Помните, я говорил, куда течет любовь, туда текут и деньги, да? Не пишите никому «я вас люблю». Не пишите, люди, я вас люблю. Не говорите этого вообще никому, серьезно. Вы раздаете свое имущество. Я понимаю, что вы меня любите. Хотите или любите меня, докажите. Вот здесь кнопка сверху называется «Поздравить школу Кайлас». Нажимаете туда и отправляйте мне любую сумму денег, какую захотите. Сильно любите — большую, не сильно любите — маленькую. Мне ваше «я вас люблю» не нужно. Меня любят дети мои, меня любит моя жена. Мне не нужно, мы вас любим. Друзья мои, не совершайте ошибок, потому что когда вы меня любите, я могу это забрать. И это могу забрать вместе с деньгами, там, понимаете, потому что люди таким образом дарят мне по-настоящему свою энергию. Мне просто это не нужно, у меня все очень хорошо. Но если вы там Мерлину какому-нибудь напишите, который разбирается в энергиях, или напишите какому-нибудь там Галичевскому там, или еще кому-нибудь, кто шарит, понимаете, то вот ему напишите, там, господин Мерлин, мы вас любим, конец вам, будете потом в нищете 3 или 7 лет жить. Ляпните вот так вот нечаянно, а потом что с этим сделать, непонятно. Потом проведут обряд и заберут, как нитки намотают, понимаете?
Не надо писать нигде, не надо писать «мы вас любим», пишите «ваши знания эффективны», «мы стараемся покупать эти знания» и так далее. Не надо этого, серьезно, не совершайте ошибки. Любите школу Кайлас, она у вас ничего не заберет. Дуйко как личность не может быть совершенным, понимаете? Итак, продолжаем. Хватит людям дарить любовь и писать «мы вас любим», Ольга Павловна, там, вас так любим. Даже поздравляйте кого-то, не поднимайте рюмку и не говорите чужому человеку «Ольга Павловна, я вас люблю». Попадете на такого, как я, и после этого 7 лет будете без денег куковать. Без любви и без денег никому не нужные будете, понимаете? Вы же все заберут. Все заберут вообще в мясо. Не запугиваю вас, просто не совершайте ошибок. Сказал же вначале, куда течет любовь, туда текут деньги. Андрей Андреевич, мы вас любим. Ёханый корешок. Восхищаться можно. А? Сангая, когда у нас будет? А, кстати, забыл сказать вам, ребята. В случае, если вы хотите, я вас приглашаю на Сангая, которая пройдет на следующей неделе в пятницу. На этом Сангая, который можно провести со мной, мы будем работать с 21 именем Бога. Что это такое? Не было еще ни одного человека, кто бы прошел этот семинар и кто бы не отдал долги. Не было еще ни одного человека, кто бы прошел семинар 21 имя Бога и у кого бы не было в жизни сумасшедшего материального роста или там реализации мечты и так далее. Он очень сложный, а? Сбрось ссылку на прямую подписку, да. Вы можете уже сегодня уже покупать, там, приходить и так далее. Люблю, нужно говорить, только близким. Я очень хочу, чтобы у мамы моей были деньги. Поэтому я часто маме своей звоню и говорю: мама, я тебя люблю. Я очень хочу, чтобы у меня, у детей было много денег в жизни. Поэтому я своим детям говорю: детки мои, я вас люблю. Вот сегодня с Эдиком, своим сыном, таким 2-метровым, ехал и говорю: ты знаешь, сынок, а я тебя люблю. Почему? Он говорит: я тебя тоже. Я говорю: так мне это не важно. Почему? Потому что ты мне дать ничего не можешь, а я могу. Почему? Потому что у меня эта энергия хорошо работает. А так, чтобы люди отдавали. Вот знаете, вот так вот люди делают опрометчиво. Они потом говорят там пастору какому-нибудь или служителю культа, говорят: ой, батюшка, мы вас так любим, мы вас так любим. Ну, готовьтесь теперь к 7-летнему посту. Потому что теперь 7 лет будет. Не надо говорить «я люблю», это очень сокровенно. Любите, говорите, после этого теряете. Нельзя даже чужому человеку, даже вот так невзначай, просто так говорить это слово. Сильно-сильно тяжелое слово, сильно очень много имеет за собой, сильно много за собой несет всего, понимаете, аккуратно. Я забыл сказать, данное Сангая 2, которое будет проводиться, оно платное. Оно можно присутствовать абсолютно всем людям, ученикам, не ученикам. Заплатили, приходите. Вот так вот. Будем проводить дыхательные практики. Дальше продолжаем. Второе. Мы должны сегодня поработать с энергией денег. Итак, человек может... Мы для того, чтобы у нас появились деньги, мы будем сейчас читать такой код, который звучит так. На вдохе И, на выдохе Си. И Си. И вместе со мной ставим ручки и начинаем дышать. Говорим себе: у меня ничего не получается, я абсолютно больная, нищая, бедная, денег не получается заработать, не знаю, чем себе занять и так далее. И говорим: ну ничего, скоро я прочитаю вот этот код, и в моей жизни появятся и деньги, и имущество и так далее. Вместе со мной И Си. Си.
Отдыхаем. В моей жизни было обучение. Обучался у одного человека, который был эзотерическим учителем. Я сейчас вспомнил одну такую фразу, которую сказал мне этот человек. Он мне сказал, я обязательно тебе помогу, приходи ко мне после обеда. После этого мы находились там в помещении каком-то, я пришел после обеда и целый день ждал его аж до самого вечера, там до 11 часов, когда он придет. Он не пришел. После этого я начал узнавать, где же он был, и мне сказали, он кушал там еду, потом он гулял вдоль берега, потом он там занимался там с кем-то, потом он еще что-то делал. После этого на следующий день я его увидел снова, поздоровался, говорю, он говорит, слушай, приходи сегодня. Снова я пришел к нему там возле кабинета, где он сказал, и после этого дождался я, и до 11 часов его снова не было. И на следующий день я узнал, что он там кушал, и снова он там гулял вдоль берега и так далее. Я после этого подумал, видимо, он не хочет со мной разговаривать, но все равно не смог удержаться и спросил у него. Я спросил, скажите, а почему же вы не пришли навстречу? После этого он мне сказал такой ответ. Он сказал, послушай, кто кому нужен, я тебе или ты мне? Но я тебе нужен был, да, вот и надо было искать, где я там ем, где я хожу, чтобы подойти ко мне, я бы с тобой поговорил. Или ты думал, что я приду к тебе? Я говорю, он сказал, подумай еще раз, кто кому нужен, кто кому был нужен. Поэтому, когда я, допустим, говорю, я там смогу вас принять, набирайте, и после этого у меня не получается, так вот я могу вам сказать, это не вы мне нужны. И человек говорит, что же вы меня не набрали? Друзья мои, это не вы мне нужны, не вы мне нужны. Я не ищу возможности с вами связаться. У меня все хорошо. Это я вам нужен, это вы должны искать возможности, понимаете? А что будет, если я приеду к Дуйко из Германии? Там, давайте, сколько надо заплатить подсуетиться? Нисколько не заплатить подсуетиться. Вы мне здесь не нужны, собственно, как и я вам. Почему? Если я вам нужен, то вы ищете, где я нахожусь, едете ко мне, ищете возможности, ищите там, я не знаю, ищите, где я живу, где я хожу, где я могу там сидеть, знаете. И вот тогда это срабатывает. Потому что не я вам нужен, вернее, не вы мне нужны, а я вам. И знаете, это был очень яркий урок в моей жизни. Теперь, если человек мне нужен, я не назначаю ему встречи. Я ищу, где он ходит, где он там может быть, и после этого ищу с ним возможности связаться, нахожу повод поговорить и так далее. Он мне нужен. А амбиции человеческие обычно говорят так, Андрей Андреевич, надо там поговорить. Надо, давайте говорить, давайте наберите мне тогда-то, тогда-то. Я даже не смотрю на такие сообщения. Почему? Не набираю я вообще, не набираю. Почему? Мне не нужно. У вас проблема, вы должны искать, набирать, вы должны там писать, вы должны добиваться, стучать. А там у меня то-то, то-то, там бла-бла-бла, бла-бла-бла. Давайте напишите, когда будет возможность. Ее не будет, она никогда не появится. Почему? Нельзя говорить, что или там комментировать, или критиковать. Говорить, Андрей Андреевич, я там верила, там. Это называется обвинение. Это называется критика и обвинение. Почему? Настоящего учителя не критикуют, настоящего учителя не обвиняют. Он является прослойкой между людьми и Богом. Верите в то, что он является такой прослойкой, идите за ним. Как выбрать настоящего учителя? Обращайте внимание на качество этого человека. Видите в этом человеке качества, которые хотите, чтобы были у вас? Ищите возможность у этого человека учиться. Нравится этот человек, нравится его качество, учитесь. Какие качества, которые я ценю сам в себе? Это качество памяти, это качество желания помогать людям, это качество безвозмездного желания давать что-то безвозмездно, это качество умения зарабатывать, качество быть очень творческим человеком, это качество восхищения, качество получения от жизни радости. Хорошие качества, у меня хорошие качества, мне нравится моя жизнь. Качество, когда человеку нравится его жизнь. Хотите научиться, пожалуйста. Хочу вернуться с мамой жить на Донбасс. Нужно сейчас делать. Пока не нужно, пока нет необходимости.
пока нет необходимости, нет возвращаться на Донбасс. Продолжаем. Давайте ИСИ вместе со мной. Хорошо. Пусть у всех в этой неделе появится большое количество денег, пусть каждый заработает много. Ура, товарищи. Омахум хахухри, омахум хахухри, омахум хахухри, омахум хахухри, омахум хахухри. Делаем вдох и делаем выдох. Одному человеку я вчера обещал сделать подарок. Сегодня не получилось, но подарок будет завтра. Мы когда-нибудь с вами встретимся? Да. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, если у меня родится еще ребенок, мальчик или девочка, у меня будет? Спасибо. Ребенок будет, родится мальчик. И на вдохе, си на выдохе буквально звучит так. Для того, чтобы у человека получалось зарабатывать деньги и было много денег. Понятно? Дальше. В записи СНГЯ работает. Да, в записи СНГЯ работает. Дальше. Татьяна Крылова. Спасибо. Елена Шульга. Спасибо. Скажите, пожалуйста, что подарить подружке на новоселье? Я вам рекомендую подружке на новоселье подарить бокалы. Это очень хорошо. Вообще есть такие бокалы, которые называются шофары. Их можно купить в иудаистских магазинах. Это 2 чашечки, такие в виде рожков. И из них можно пить там вино. И я могу сказать, что вот такое вино можно дарить, вот такие чашечки можно дарить. Что хорошо дарить людям на новоселье? Подсвечники хорошо дарить чашечки, дарить вазу такую, чайничек, чтобы было много чашечек. Дарить все, из чего можно кушать, кроме вилок и ложек. Вилки и ложки должен покупать только мужчина в семью. Вилки, ножики и ложки только мужчина. А тарелки, чашки, вазочки, графинчики особенно хорошо для цветов. Там, где есть цветы, там всегда большое количество радости. Уже есть один бизнес. Сейчас предлагают купить еще один. Стоит ли покупать? Спасибо за ответ. Стоит покупать. Если первый бизнес у человека получается, какой бы бизнес в дальнейшем не получил, все будет получаться. Хороший вопрос там задали. Можно ли человеку в жизни, допустим, заниматься одним бизнесом и делать еще второй бизнес? Да, человеку можно заниматься бизнесами разными в случае, если он так все организовывает, чтобы дисциплинировать тех людей, которых он эксплуатирует. Дальше. Я когда-нибудь увижу, может быть, на морском курсе. Вы понимаете, дело в том, что мы все видимся постоянно, каждый день, или вот на таких вот пятничных вебинарах. Вы можете меня увидеть в пятничных вебинарах, а когда мы там где-нибудь еще увидимся, то это то же самое, что мы видимся сейчас. Итак, а теперь я хотел бы, чтобы все написали быстренько, кто из вас прошел первую ступень и не получил посвящения, чтобы я видел, сколько у нас людей. После прослушивания шумов появились клиенты. Видите, работают шумы. Снова стою перед выбором работы, да и в целом заработка, в какую сторону двигаться. В любом случае работать придется.
Восхищаюсь вашей... Угу, понятно. Скажите, пожалуйста, я выйду замуж? Читайте каждое утро слова, которые я вам сегодня дал. Это слова, которые звучат так. Я Дживай, и вы выходите замуж. Какой эзотерической практикой можно вернуть общение со своим 9-летним сыном после развода? Со своим 9-летним сыном после развода можно вернуть, если прогревать слои и делать хорду. Нужно прогревать хорду между собой этим ребенком и после этого делать себя, как бы схлопывать вот эти слои. Это все идет в магии любви, первая часть. Итак, сейчас я зажигаю ароматическую палочку. Я найду сейчас палочку. Я нахожу ароматическую палочку. Что есть у нас? Сегодня мы проведем посвящение. Я считаю, что нужно всем ученикам, которые до этого не проходили посвящение. Для чего? Тогда заклинания работают правильно, тогда шумы работают правильно. Очень хороший вопрос там задал кто-то. А кого любить, да? Я могу сказать, кого любить. Не надо говорить «я люблю кому-то», потому что если вы говорите «я люблю кому-то», то тогда вы этому человеку отдаете деньги. Ну, это, наверное, ответ на этот вопрос. Дальше. Сейчас я зажигаю палочку. Давайте я подую на вас. А вы попробуйте вдохнуть и почувствовать, есть ли какой-нибудь запах. Скажите, есть ощущение, как будто есть запах. Давайте напишем, у кого какой запах появляется. А когда будет запись семинаров «Оккультные методы приобретения в счастье жизни, доктрина в бизнесе»? Мы уже отправляли, да? Мы уже всем, кто участвовал, отправили. Если вы участвовали и вам не отправили, обратитесь в службу поддержки. Давайте еще раз. У вас есть ощущение, как будто у вас есть запах какой-нибудь. Давайте быстро напишем, какой запах вы чувствуете. Ничего страшного, если прошли, делайте еще раз. Когда будет посвящение второй ступени? Через 1 неделю. Суперхит. Пахнет суперхитом, да. Суперхит, да. Пахнет суперхитом, это суперхит. Сандал, правильно, корицей пахнет. И сандалом, и корицей сладким. Сладковатый, пачули. Кому пачули, тоже хорошо. Сандала, правильно. Сладенький, правильно. Ладан, правильно. Сандал, ваниль, правильно. Когда горит, как свечка, правильно. Алоэ, правильно. Гарного масла, ну, может быть. Суперхит, пачули, аромата нет. Есть аромат, чувствуйте. Дышите медленнее. Запах мяты, ваниль. Каждый почувствует свой персональный энергетический запах. Тот, кто не прошел первую ступень, тот не должен делать сейчас посвящение. Только те люди, кто прошел первую ступень. Есть запах, но непонятно. Приятный, какой-то необычный. Хочу сказать, что вы эзотерически начали чувствовать свой персональный запах. Вот если вы начали чувствовать свой запах, который неприятный, это говорит о том, что у вас есть энергетически загрязненное пространство, либо же энергетическое какое-то нехорошее состояние. Понятно? Запах душится, правильно. Сладкий, хорошо. Ставим указательный палец правой руки. Указательный палец правой руки, делаем вдох, не закрываем глаза, дотрагиваемся к колбу и выдыхаем. Закрываем глазки, представляем, будто левый глаз смотрит в левую сторону, а правый в правую сторону. Смотрим, 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 делаем вдох и выдох. Открываем глаза, ставим пальчик перед собой, делаем вдох и дотрагиваемся 2 раз. Делаем выдох, убираем палец, закрываем глаза. Левый глаз смотрит в левую сторону, правый глаз смотрит в правую сторону, а сознание смотрит вперед. Открываем глаза, делаем вдох, дотрагиваемся к колбу, делаем выдох, убираем пальчик, закрываем глазки
и начинаем смотреть. Скажите, когда левый глаз смотрит в левую сторону, а правый глаз смотрит в правую сторону, смотрим мы просто в веки или мы все-таки смотрим в пустоту, которая образовалась в нашем сознании? Скорее всего, у человека появляется ощущение пустоты. Если она не появляется, то человек должен глазки подвигать вверх-вниз и снова вверх начать смотреть. Есть ощущение такое, как будто вы с закрытыми глазами смотрите вперед, а там пустота. Вот эта пустота – это освобожденное сознание. Или по-другому это звучит так: новый ресурс вашего сознания. Почему? У Будды Гаутамы были такие слова: «Освободи сосуд, и я его наполню». Чем? Знаниями. Сейчас вы освободили свое сознание от ненужного мусора, и там в этом сознании появилась пустота. Эта пустотность приведет вас к тому, что вы будете или начнете воспринимать информацию, появится аналитическое сознание, появятся новые идеи, и вот этот объем, он будет вновь наполняться, и будут появляться новые идеи, новые ресурсы, новые знания. Почему человек не может двигаться вперед? Потому что собственные концепции препятствуют движению вперед и препятствуют тому, чтобы у человека что-либо в жизни происходило. Молодцы. Я очень рад за всех. Сегодня у нас получился достаточно мягкий, очень добрый вебинар. Я желаю всем успеха. До свидания. С вами был Андрей Дуйко, эзотерическая школа Кайлас. Не уходите, пожалуйста, потому что сейчас мы включим вам кино. Еще раз хочу сказать, я забыл вам сказать. Еще раз хочу сказать, у нас есть великолепный эзотерический портал. Он называется впотоке.ком. Скорее всего, со следующей недели я буду отвечать на письма, исключительно находясь или исключительно только на те, которые будут приходить у меня на сайте впотоке.ком. Если вы мне пишете в Фейсбуке или если вы мне пишете ВКонтакте, то я могу вам сказать, что я с завтрашнего дня начну читать письма, которые мне пишутся в потоке. В потоке я буду отвечать быстрее, потому что в Украине неудобно пользоваться VPN-серверами, очень неудобно пользоваться ВКонтакте, неудобно пользоваться в Фейсбуке, ну и не очень приятно мне, потому что мы делаем свою собственную эзотерическую сеть. Какой сленг у нашей школы, или, наверное, не сленг, а какой мотив нашей школы эзотерической, школа Кайлас? Наверное, самое основное в школе Кайлас – это эффективность. Я считаю, что настоящая эффективная эзотерика, она есть только в эзотерической школе Кайлас. То есть есть два типа людей, это колдуны и, наверное, волшебники и сказочники. Вот очень часто вы встречаетесь со сказочниками, и вот по-настоящему можете встретиться в школе Кайлас с настоящим колдовством и с настоящей магией. Я считаю, что эзотерика управляет миром. Я считаю, что эзотерика – это та наука, которая достаточно мало распознана людьми и достаточно мало используется. Да, я забыл сказать. У нас будет проходить морской курс. Сейчас мы сбросим ссылку. Сможем, да, Саша? Морской курс. У нас будет проходить морской курс. Мы всех ждем на морской курс. Он будет очень интересным. Это 2 недели общения со мной в виде вот таких вот лекций, где будут освещаться разные вопросы от здоровья и денег до вопросов семейных отношений и привлечения в жизнь любимого человека. Очень интересный будет, вот просто очень интересный будет морской курс. Очень широко будет проводиться работа по лечению внутренних органов и всевозможных патологий. Будут убираться такие заболевания, как гипертония, заболевания онкоопухоли, депрессивные заболевания, а также заболевания психические. В этом году морской курс будет достаточно эффективным. Я хочу провести такой курс, чтобы не особо жалеть тех людей, которые приедут ко мне на морской курс. Поэтому он будет достаточно такой мягкий, но с другой стороны еще и достаточно агрессивный. Я всех вас жду. До свидания. Сейчас мы вам включаем видео. С вами был Андрей Дуйко, руководитель эзотерической школы Кайлас. Тибетская
Тибетская формула представляет пищевую добавку тибетской формулы Life Energy. Life Energy – это быстрое средство для похудения. Профилактика. Усиливает сжигание жировой ткани, приятный вкус и отличная растворимость. Прекрасный источник витаминов и минералов. Содержит инулин, хром и L-карнитин. В составе Life Energy свободный от лактозы сывороточный концентрат белка, клетчатка с пробиотическими свойствами, исключительно сложные углеводы. Пищевая добавка тибетской формулы Life Energy – это продукт, который создавался с мыслью о здоровье и красоте. Тибетская формула представляет уникальный препарат Биоксинон. Стопроцентный натуральный состав. Рецепт формулы Биоксинон уникален тем, что в нем использованы компоненты, которые очень нежно и мягко восстанавливают работу всех систем организма. Уникальный препарат тибетской формулы Биоксинон повышает естественные защитные силы организма, способствует скорейшему выздоровлению и реабилитации, оказывает антивирусное, противогрибковое, бактерицидное действие, надежная профилактика простудных заболеваний и острых респираторных вирусных инфекций. Тибетская формула. Настоящее человеческое счастье – это быть здоровым человеком. Варикавазин снимает вас. Тибетская формула представляет варикавазин – мазь от варикоза и усталости ног. Мазь варикавазин состоит только из природных компонентов и не имеет противопоказаний. Варикавазин снимает воспаление, устраняет отек мягких тканей, повышает тонус вен, снижает проницаемость стенок сосудов, убирает варикозную сетку. Варикавазин – это действенный способ справиться с варикозом без операции. Тибетская формула подарит вам Тибетская формула представляет биологически активную добавку Эмма. Биологически активная добавка Эмма, созданная на основе аминокислот, нейтрализует и выводит ионы тяжелых металлов – свинец, кадмий, мышьяк, алюминий и другие. Благотворно влияет на состояние крови, восстанавливает эластичность сосудов. Таким образом происходит очистка мозга, сердца, печени, почек и других органов от токсичных металлов. Эмма – уникальная биодобавка на защите вашего организма в условиях плохой экологии. Тибетская формула подарит вам легендарное восточное долголетие. Тибетская формула представляет Мнемонорм Суперпамять. Препарат Мнемонорм создан на основе только натуральных составляющих. Препарат показан при снижении внимания, нарушении концентрации, снижении работоспособности, ослаблении памяти. Мнемонорм – эксклюзивный препарат для улучшения памяти, создан на основе сакральной тибетской медицины.